Всем привет, это Анатолий Сулейманов. Я записываю это видео 8 декабря 2025. Прошел ровно год со дня смены власти в Сирии. Ровно год назад я приходил сюда же, к посольству Сирии, чтобы получить визу и увидеть, что изменилось в стране после бегства Башара Асада в Россию. Тогда здесь вывешивали новый сирийский флаг, а мне ничем помочь не смогли, визы не выдавали. Я решил поехать в Сирию на удачу без одобрения Министерства информации, аккредитации и договоренностей. В результате было снято очень много видео. Так много, что этот материал выйдет в 2 сериях. Я ждал год, чтобы понять, как изменится ситуация в Сирии после смены режима. А поменялось там многое. Чего стоит хотя бы тот факт, что топ-менеджер исламского государства и Аль-Каиды, человек, за чью голову США объявляли награду в $10 миллионов, Ахмад аш-Шара, возглавив Сирию, посетил Белый дом в Вашингтоне, посетил Кремль в Москве и выступил с трибуны ООН. Как ему это удалось и почему рухнул режим Асада? Чтобы ответить на эти вопросы, я передаю слово себе же в январь 2025. Надеюсь, вам будет интересно. Сегодня я пью кофе Саада и смотрю на дома с горы Касиюн. Это самая высокая точка и единственная, откуда видна вся столица Сирии. Раньше гора была закрыта для обычных граждан. Здесь неподалеку дворец Башара Асада. Тут располагались системы ПВО, а также артиллерийские батареи сирийской армии. С Касиюн в том числе обстреливали восточные и южные пригороды столицы. Джесрин, Афар-Батна, Акраба, Бейт-Сахм, которые во время гражданской войны находились под контролем разного рода группировок вооруженных противников Асада. Сейчас люди устраивают тут пикники, встречают закаты с видом на самый древний город в Шаме. После бегства Башара гора стала одним из символов, как здесь говорят, свободной Сирии. Знаковой в соцсетях стала и фотка, где лидер сирийской вооруженной оппозиции, но террористической для России группировки Хаят Тахрир аш-Шам Ахмед аш-Шара пьет чай на вершине Касиюн с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. О новой власти в Дамаске говорят разные. Кто-то говорит, что страна пала и теперь Сирию ожидает фауда. Это слово означает хаос на арабском. Кто-то, что это начало обновленной Сирии и верит в новую, лучшую жизнь. Мы не поверили никому и решили все увидеть своими глазами. Нам повезло, мы здесь, и теперь предлагаем вам присоединиться к нашему путешествию. Я и оператор Альберт приехали в Сирию 3 января 2025 года. Это была 4-я по счету пятница, которую страна встречала без Башара Асада. Позже окажется, что нашей маленькой съемочной группе очень повезло приехать именно в пятницу, в выходной для Сирии, да и любой другой исламской страны, день. Наш путь начался с аэропорта имени Рафика Харири. Здесь съемочную группу долго держали на контроле, узнав, что мы едем в Сирию. После беседы штамп в паспорте и указание покинуть Ливан в течение 24 часов. С таксистом мы заранее договорились о цене по маршруту Бейрут-Дамаск. Еще будучи в Москве, я выяснил, что с иностранцев сдирают конские суммы за такие поездки. Западные журналисты платят по $300-400, а мы едем за 100. Попасть в Сирию можно через Турцию, через Ирак и через Иорданию, ну еще через Ливан. Через Турцию и через Ирак нам сказали, что точно не пропустят, тем более российских журналистов, ну прям шансы минимальны. Через Иорданию нужно приглашение, а вот через Ливан проще всего. Соответственно, первая точка нашего путешествия – это Бейрут, Ливан. Здесь на границе пограничники очень долго нам доверяли. Когда узнали, что еду в Сирию, сказали, что ну зачем вы туда едете, там же очень небезопасно. После долгих манипуляций в итоге пропустили. И сейчас наш маршрут таков. Мы из Бейрута едем до границы с Сирией.
и оттуда уже на другой машине в Дамаск. До границы Сирии 60 километров, доезжаем за 1,5 часа. У паспортного контроля с ливанской стороны съемочную группу встречает импровизированный митинг. Местные таксисты жалуются на новые условия въезда в Сирию после бегства Башара и захвата власти в стране группировкой Хаят Тахрир аш-Шам. Сирийско-ливанская граница, за моей спиной паспортный контроль Джавазат ас-Сафар. И здесь при выезде из Ливана выездную визу нам поставили без лишних разговоров. Случайно возле прям паспортного контроля ливанское телевидение сейчас снимает водителей, которые рассказывают о проблемах выезда из Ливана в Сирию, если у тебя номера ливанские. Я так понимаю, здесь существует некая проблема. С ливанскими номерами тяжело попасть в Сирию, с сирийскими тяжело попасть в Ливан. Пока до конца не разобрался, но думаю, что разберусь. Я уже 4 часа здесь жду на границе. У меня ничего нет и никого в Ливане. Ну что мне делать? Спать в машине, что ли? Вот моя икама, а вот паспорт. Я ливанец, но живу в Сирии. Что мне делать сейчас? Все говорят, что решение сверху, а те, кто сверху, не в курсе, что означает взаимность. Вот сирийская икама. Если бы она была израильская, они меня бы пустили. После разговора с людьми ситуация стала понятней. С 3 января новая сирийская власть перестала пускать в страну ливанцев с видом на жительство в Сирии. Формально запрет объяснили ответными мерами на запрет Ливана пускать сирийцев. Дело в том, что ранее, после бегства Асада, Ливан ужесточил въезд гражданам Сирии, так как с сирийской стороны исчез погранконтроль, и проникнуть оттуда в страну мог кто угодно. Однако среди местных таксистов ходят разговоры, что реальная причина более бытовая. В конце декабря 2024-го в Ливане напали, избили и угнали машину у 2 боевиков группировки Хаят Тахрир аш-Шам, захватившей власть в Сирии. В качестве ответных мер новые власти в Дамаске, узнав о случившемся, ужесточили въезд ливанцам на территорию страны, аннулировали все виды предыдущих разрешений и теперь требуют у соседей вид на жительство или разрешение на работу. Хотя многие ливанские таксисты жалуются, что даже с этими документами в Сирию тоже не пускают. Между службой безопасности Ливана и службой безопасности Сирии должно быть взаимопонимание. Но этого невозможно достичь без каких-либо встречных действий. Сирия и Ливан – классические небратья. Их конфликт гораздо глубже, чем кажущееся противостояние на границе. Отчасти это похоже на отношения русских и украинцев. И причин для этого несколько. Сирия входит в топ-3 древнейших государств мира. На протяжении своей истории она принадлежала многим империям. Ею владели ассирийцы, персы, римляне, Византия, османы. В разные времена в состав Сирии веками входили территории современного Израиля и Палестины, Иордании, Турции, Египта, Ливии, Ирака и даже Саудовской Аравии. Однако территория лишь одной современной страны неотделимо находилась в составе Сирии почти все 5000 лет сирийской государственности. И это Ливан. Так продолжалось до 1920 года. Представьте большой круглый пирог. Это остатки Великой Сирии под французским мандатом после Первой мировой войны. Французы тогда поделили страну на 6 кусков. Одним из кусков стала современная часть Ливана под названием Большой Ливан. Фактически, французы разделили Сирию по вероисповеданию на христиан и разные течения мусульман. В начале прошлого века в Ливане проживали в основном христиане. В 40-х Великая Сирия лишилась территории Ливана, и он стал отдельным государством. Впрочем, сирийцы до последнего времени считали, что Ливан – это часть Сирии, а не независимое государство. Отец Башара Асада Хафиз любил повторять: «Сирия и Ливан – одна страна, один народ. Дела Ливана – это дела Сирии». И наглядно это показывал. Еще одна причина нелюбви соседей друг к другу – Вторая гражданская война в Ливане, которая шла с 1975 года. Она началась между мусульманами и христианами, но позже свои войска в Ливан ввела Сирия.
Это карта раздела влияния Ливана. Темно-зеленым, то есть больше половины территорий, отмечены зоны под контролем сирийских войск Хафиза Асада. Сирия по привычке вмешивалась во все внутренние ливанские процессы. Например, помогла прийти к власти шестому президенту Ливана Ильясу Саркису в 70-е, а также устранить премьер-министра Рафика Харири в 2005-м. После убийства Харири в стране произошла революция кедров, массовые антисирийские погромы и многочисленные акции протеста с требованием к Дамаску вывести свои войска. В тот же год сирийская армия покинула Ливан. Колонна армейской техники проезжала через тот же самый пограничный пункт, через который выезжаем из Ливана в Сирию и мы. بس معي الشاب عنده حال وفاه في ابوه الشاب اللي كان اخده ما طلعه طيب ليه؟ انا حطيته معي معلقه ايه قدام راكب قدام ايه تمام. Табличка «Сурия от Архибику» – «Добро пожаловать в Сирию» – это первое, что видишь после ливанского паспортного контроля. Здесь пропадает мобильная связь и появляются сорванные портреты Башара Асада и его отца Хафиза. Чаще всего под изображениями Асадов краской пишут слово «хаин» – «предатель». Очень скоро впереди появляется сирийский погранконтроль. Пограничный контроль на сирийской границе заработал 2 января 2025 за день до нашего приезда. Почти весь декабрь, с момента бегства из страны Башара Асада, здание паспортного контроля пустовало, границу никто не охранял. Зарубежные блогеры, побывавшие в Сирии до нас, подробно показывали, как свободно проезжают в страну. Честно говоря, на это же рассчитывала и наша съемочная группа, но мы опоздали на 2 дня. Правила пропуска тут следующие. Заполняйте анкету на въезд с информацией из загранпаспорта, родом деятельности и именами ваших родителей. Передаете с документами сотруднику паспортного контроля. Он переписывает данные в тетрадь. Затем их отдельно внесут в компьютер. Похожую схему я наблюдал в Афганистане после прихода к власти Талибана. Это было связано с бегством квалифицированных пограничников и отсутствием доступа к общей базе. Пока доступ не наладили и сотрудников не подготовили, талибы так и писали ручками данные в свои талмуды. Но в этом плане между Талибаном в Афганистане и Хаят Тахрир аш-Шам, захватившей власть в Сирии, есть разница. Талибы установили контроль над границей и погранпунктами сразу, как пришли к власти. В ХТШ сделали это спустя почти месяц. Правда, в Сирии при этом на восстановление баз данных и полноценную подготовку сотрудников погранконтроля ушло гораздо меньше времени, чем у талибов в Афганистане. Увидев камеру, женщина с новым флагом Сирии торопится исполнить частушку. А вот это пронзительное «или-ли-ли-ли-лиш» здесь называется загрута. В арабских странах и в Восточной Африке загруту исполняют чаще всего женщины. Этот выкрик используют во время поздравления на праздниках, свадьбах. Еще он выражает одобрение, веселье, приветствие, и лишь изредка загрута используется, чтобы выразить ярость или скорбь. Кстати, в зависимости от страны загрута звучит по-разному. В сети есть популярный ролик с демонстрацией различных типов загруты от девушек из Йемена, Ирака, Египта, Марокко и Судана. Однако в этом ролике нет сирийской версии загруты, поэтому можете послушать еще раз, как она звучит именно здесь. Сирийские политические частушки, назовем их так, это чаще всего перепетые популярные песни. Вот как это работает. Например, в Сирии была широко известна песня, прославляющая Башара Асада. Раньше ее постоянно крутили по телеку местные госканалы. Припев у нее такой: «Аллах, Сурия, Башар».
Перевод припева понятен, это значит «Аллах, Сирия, Башар». Тем самым подразумевалось, что и Всевышний, и Сирия, и Башар Асад равнозначны и одинаково важны для сирийцев. Но согласны с этим, конечно, были не все. Противники режима Асада слово «Аллах» заменили на «Ялла». В итоге вместо «Аллах, Сурия, Башар» получилось «Ялла, Сурия, Башар», то есть «Вон из Сирии, Башар». Между тем, очередь на сирийском погранконтроле продвигается быстро. В углу толпится группа ливанских друзов, заполняя анкеты. Рядом о разрешении на въезд хлопочет охранник ирландских журналистов. От него узнаем, что правила для СМИ изменились пару дней назад, и теперь сотрудники медиа, оказывается, должны заранее получать разрешение от сирийского министерства печати. Иначе в страну не пропустят. Не придаем поначалу внимания этой детали, а зря. Сотрудники погранконтроля подозрительно долго ковырялись с нашими паспортами. Прошло 1,5 часа, прежде чем нашу съемочную группу попросили пройти для опроса в кабинет к старшему. Там нас встретил офицер по имени Халед Аль-Халед. Беседу снимать не разрешил. Офицер удивился, что сюда приехали журналисты из России, и сказал, что пропустить нас не может без разрешения, одобренного Министерством информации. Аккредитации не было, поэтому нам посоветовали связаться с министерством по телефону. Напоминаю, это было 3 января, пятница, то есть выходной для Сирии день. Я сделал пару звонков. Одни не ответили, другие пробурчали «Букра иншалла». По-сирийски это значит «завтра», если будет угодно Всевышнему, ну а в переводе на русский «никогда». Халед Аль-Халед не хотел слушать никакие доводы. Я уже про себя решил проходить границу нелегально, если в итоге не пустят. Слева от Джаваз-ас-Сафр, по горам, со стороны Ливана в Сирию группками по 2-3 человека как раз брели такие же братья-нелегалы по несчастью. На тот момент, в январе 2025-го, за нелегальный переход брали $50-100 с человека. Оператору Альберту эта идея очень не понравилась. В попытках дозвониться до чиновников Министерства печати прошел еще час. А потом я вспомнил про переписку в WhatsApp с пресс-центром какой-то сирийской вооруженной группировки. Переписка велась в середине декабря 2024 из Москвы. Неизвестный мне сотрудник пресс-службы в голосовом сообщении сказал дословно: «Приезжай, а если приедешь в Дамаск, приходи в Министерство печати, иншалла, снимать тебе разрешим». Это 10-секундное аудио открыло нам дорогу в Сирию. Проверить слова и дозвониться до чиновников Министерства печати Халед Аль-Халед не смог из-за выходной пятницы. В итоге со словами «Ахлян вас ахлян фи Сурия» офицер справедливо рассудил, что раз в пресс-центре меня ранее согласились принять, и наша группа потратила деньги на перелет, но правила изменились лишь за день до приезда, мы имеем право на проезд, правда, с одним условием. В итоге Халед Аль-Халед сжалился и разрешил нам проехать на территорию Сирии, но с условием, что мы в тот же день, как приедем в Дамаск, должны будем автоматически пойти в Министерство информации и получить разрешение. Кстати, визы почему-то в паспорта нам не поставили, хотя эти паспорта держали у себя там почти 3 часа у нас шла проверка в общей сложности. Ну, это на самом деле даже неплохо, потому что при возвращении в Россию будет меньше вопросов у наших пограничников. Штампы в паспорт на тот момент сирийцы действительно не ставили. Въездные визы штамповали на специальные бумажки, вкладыши. Это официальный документ на пребывание в стране. После погранконтроля на первом же блокпосту такие вкладыши забирали только у сирийцев, но оставляли их иностранцам, чтобы забрать у гостей уже при выезде из страны. Однако водитель забыл забрать наши штампы после проверки на блокпосту. И с этого момента мы с оператором, сами того не подозревая, стали нелегалами в Сирии, без отметки о въезде в страну. Дорога до Дамаска заняла около часа. По пути встречаются оскверненные памятники и портреты Асадов. Например, на этой стеле с Хафизом Асадом надпись «Лай, подонок». А еще упомянут Идлиб. Видимо, те, кто это писал, из Идлиба, города на севере страны, который прежние сирийские власти последние 11 лет считали оплотом террористов. Именно из Идлиба группировка Хаят Тахрир аш-Шам начала свое наступление год назад. Это наступление закончилось бегством Башара Асада. И те, кого ранее во многих странах называли террористами, теперь управляют Сирией.
А здесь уже Башар Асад, его лицо закрашено, внизу подпись «Я собака». Кстати, за время своего путешествия не увидел на улицах ни одного сохранившегося лика отца и сына Асадов. Пока же с уверенностью можно сказать, за то короткое время, что новые власти управляют страной, эффективнее всего им далась борьба с изображениями своих врагов. Наконец, Дамаск, самая древняя столица мира. На первый взгляд Дамаск чем-то напоминает иорданский Амман, ливанский Бейрут, любимые мной магалы дагестанского Дербента и даже чем-то утонувшие в мусоре и пыли районы Махачкалы. А местами напоминает Пхеньян. Да, вы не ослышались, столицу КНДР. Факт, о котором мало кто знает. Хафиз Асад восхищался Северной Кореей и даже позаимствовал некоторые элементы ее архитектуры для Дамаска. В середине 1974-го он съездил с официальным визитом в Пхеньян, где встретился с Ким Ир Сеном. Эта поездка настолько впечатлила и вдохновила Хафиза, что в Дамаске появилась панорама Октябрьской войны, патриотический музей, построенный совместно с КНДР. Полнейший соцреализм. Росписи на стенах, Хафиз Асад в окружении народа на пике триумфа. Идеи Чучхе в арабском стиле. После смерти отца Башар Асад местами тоже сохранил эту северокорейскую нотку в портретах и памятниках. На момент нашего приезда в Дамаске не было полицейских и практически не было работающих светофоров, так что легко можно было попасть в многочасовую пробку. Порядок кое-как держался на добровольцах и нравственных принципах жителей города. Кто-то скажет «фауда», но большинство сирийцев год назад предпочитали слово «хурия» – «свобода». Хурия фисурия – «свобода в Сирии». Мы заселяемся в отель в центре Дамаска. За двухместный номер площадью 14 квадратных метров тут попросили $60 в сутки. Хотя пару недель назад он стоил всего 35. Оказывается, из-за нашествия журналистов со всего мира цены в гостиницах в Дамаске выросли почти в половину. Ну и еще тут действует система «как договоришься». Цены не фиксированные. Например, такой же точно номер турецким журналистам сдавали по $50. Зато от нашего отеля 5 минут пешком до закрывшегося ныне Русского дома. А дело в том, что еще в Москве знакомые сирийцы мне посоветовали посетить самый крутой в Дамаске магазинчик со сладостями, который как раз находится напротив Русского дома. Вообще кухня в Сирии, как и в Ливане, сильно отличается от кухни прочих арабских стран. В первую очередь тем, что она разнообразная и вкусная. Отдельно обязательно выпущу видео про сирийский стритфуд. А в этом магазинчике сладостей мы неожиданно встретили соотечественника. Вот это кипа денег. Вот это кипа денег 2000 рублей. Вот это кипа денег 2000 рублей. Да. Малик родом из Чечни, учился на хирурга, а ныне нумизмат. Говорит на английском, русском, боснийском, арабском и чеченском языках. В Сирию приезжает уже более 5 лет. Купюры и монеты экзотических стран – его бизнес. Изначально я думал, что нумизматика – это какое-то прикрытие, просто сложно себе представить чеченца-нумизмата. Но, как и обычно, оказалось, что жизнь куда разнообразнее. Малик знает все про купюры любой страны и может рассказывать про них часами. Короче, мои подозрения в том, что это прикрытие, развеялись полностью. То есть, смотри, вот это было $5000. Да. 10 лет назад. Да. 2010. Да. Тогда курс был 50 фунтов, $1. 49, 50, $1. Вот эта купюра с отцом старшим, это было $20. Одна купюра. Сейчас вот эта вся кипа денег даже $20 не делает, 2000 рублей. То есть с $5000 сейчас это около $20. Да. Вот это за все. сколько получается? За 14 лет? За 15? Нет, за 13. За 13 Да, лет? с 2011 года. А, 2011. Да, вот Ну если... вот, собственно говоря, реальная стоимость
войны гражданской, на самом деле. $5000 и $20. Ну, склейка через там 13-14 лет $20. Ну вот последнее издание, например, с Башаром Асадом, 2000 фунтов, она вышла в 17 году. Ее до знак напечатал. Вот. Когда она выходила, по курсу это было $4 одна купюра. Сейчас эта купюра стоит 20 центов. Нет, не 20 центов, 15. 15 центов? 15 центов. 15 рублей. Вот. А люди как это носят? Ну вот смотри, вот это 2000 рублей, да, ну условно говоря. Тебе там на базар нужно сколько таких вот? Две? Мы с пакетами ходим. А, с пакетами? С пакетами денег. С пакетами денег Да. по улицам ходят. Да. И как здесь вообще, что касается там... Безопасности? Да. Никто даже не обращает внимания. Никто не обращает внимания. Никто не обращает внимания. Это уникальность сирийца на самом деле в том плане, что да, не будем считать политическую ситуацию, считать именно Дамаск, его за счет Дамаска. Сейчас взять спокойно $1000 поменять, если тебе повезет, в крайнем случае тебе выдадут 5000. А если не повезет, то 2000. И это будет такой большой здоровый пакет, килограммов 8. Вот. Ты можешь идти по ночным улочкам Дамаска, никто на тебя не будет обращать внимания. Максимум могут попросить, как некоторые нищие попрощать, кидайте нам на хлеб или на драчку. В этом плане здесь очень цивильно, спокойно, безопасно. На следующий день перед поездкой в Министерство информации по совету Малика идем обменивать валюту к Центральному банку Сирии. От нашего отеля до Центробанка пешком минут 10. По дороге встречаем большую очередь у коммерческого банка. Люди пришли сюда, чтобы снять деньги. Is it some limits to get Syrian lira here in Ethiopia? On ATM, it's now it's 200. 200,000 thousand per day? per day. Inside the bank, 5,000. 500,000. Yes. Per day. Yes. Before it's 500 from ATM and 2 million from inside. Can you get dollar, euro here? No, just Just Syrian lira. Yes, Okay. yes. And how can you get dollars and euro? From black market. From the black Market or the Bank al-Markaz. Central Bank. Central Bank. Okay. Черным рынком сирийцы по привычке называют валютных менял. Они, как и в афганском Кабуле, сейчас свободно сидят на улицах и открыто кричат: صراف 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 تركي دولار صراف تركي دولار صراف تركي دولار صراف 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 صراف. А вот при Асаде за уличный обмен валюты грозил тюремный срок. Нелегальные менялы могли получить от 1 до 10 лет заключения, в зависимости от изъятой суммы. Но официальный курс был очень невыгодным, минус 30-40% от реального, поэтому если нужно было купить или обменять доллары или евро, при прежней власти приходилось списываться с менялами в WhatsApp, потом встречаться на улице или в кафе. При этом навстречу под видом сараф мог прийти полицейский. И тогда, чтобы выйти сухим, вам нужно было дать взятку, заплатив в двойном размере сумму, которую вы собирались обменять. Но и то, что вы принесли на обмен, полиция тоже отнимала. Так что вас обезжиривали в 3 конца. $100 على ليرة 10 ونص 10 ونص مليون و50 ألف $100. 10 500 лир за $1, такой курс кажется грабительским, и я иду к менялам у Центрального банка. Перед бегством Башара Асада доллар стоил около 14 тысяч лир. После свержения старой власти в какой-то момент скакнул аж до 23 тысяч, однако вскоре курс стабилизировался. Например, в феврале 2025-го сирийская лира даже значительно укрепилась. $100 على ليرة. المهم موبايلات موبايل هلا افتحوا هلا قديش نزل هي 11 مليون و80 ألف. مسيو مليون Покажи мне тоже. Ага. То есть $1 080 000, да, за $100. Окей. А в Центральном банке? And what's rate? Central Bank. بنك مشاوي 800 Bank Markaz. What's rate? لا ما بعرف قديش في البنك المركزي يعني لا 13 بس ما بياخذ الا ما بياخذ بنك مركزي بياخذ $100 بس Ага. هون 10 100 20 100 نو بروبلم ما عندك بنك مركزي 100 بس أوكي. نفر واحد مان واحد 100 بس. К
Кстати, сирийские купюры более 10 лет отпечатывались на госзнаке в Москве. И, как нас уверяли, официальный Дамаск за это России ничего не платил. Ну и сирийские банкноты, наверное, единственные в мире имеют два официальных названия. Это лира и фунт. То есть на одной стороне купюры будет написано лира, на другой фунт. Почему именно так, я выяснить не успел. Если знаете, напишите в комментариях. Здесь 1 миллион. Еще 80 тысяч. Это $100. Шукран. Сараф, 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 сараф. А что же с курсом сейчас? Год спустя после смены режима курс снова не радует сирийцев. К началу декабря 2025 за доллар в банках дают 11-11,5 тысяч сирийских лир. У менял, конечно, выгоднее, почти 12 тысяч лир за доллар. То есть через год ситуация с курсом в стране почти такая же, как при Асаде. С самой наличностью тоже проблемы. В стране острая нехватка нала. Новые сирийские власти прошлой весной расторгли контракт с российским госзнаком и решили печатать деньги в Германии или ОАЭ. На новых купюрах планировали избавиться от лиц Башара и Хафиза Асадов. Однако прошлым летом делегация из Сирии снова вернулась в госзнак. Договорились, что российский печатный станок будет выпускать деноминированные банкноты для новых властей. Уберут 2 ноля в попытке восстановить доверие к сильно девальвированному фунту. Самая большая проблема с сирийскими деньгами — это для их ношения нужны, конечно, сумочки побольше, ну и карманы побольше. Потому что, вот, казалось бы, $100, да, а ты уже миллионер. Но это еще не все. Вот еще одна проблема будет, когда мы будем расплачиваться где-нибудь в каком-нибудь кафе, потому что вот вручную нужно будет отчитывать там 100, 500, 350 или 375 тысяч. И вот это прям каждый день ты прям отчитываешь сотнями тысяч. Там по 200 тысяч отсчитываешь, по 700 тысяч отсчитываешь. И вот это самая большая проблема. Без такой ручной счетной машинки невероятно тяжело. Теперь, когда у нас есть местные деньги, можно взять такси и выполнить обещание, данное офицеру Халиду Аль-Халиду на сирийской границе. То есть ехать за официальным разрешением в Министерство печати и информации. От Центробанка до министерства ехать минут 10, если без пробок. Но наша поездка растягивается на час. Волонтеры-регулировщики явно не справляются с потоком машин. Местные говорят, что число автомобилей в Дамаске после падения режима Асада выросло в несколько раз. В столицу массово приехали жители других сирийских городов, которым ранее было смертельно опасно здесь появляться. Например, из Идлиба и его окрестностей, а также из Дараа и Африна. Узнать идлибских легко, у них новые автомобили и синие номера. А вот машины жителей Дамаска сплошь старые. После введения жесточайших санкций против режима Асада цены на автомобили взлетели неимоверно. Так, 15-летняя Toyota Corolla до свержения Башара в Дамаске стоила $30-35 тысяч. В то время как в Идлибе такую же Короллу можно было купить за 3-4 тысячи. Но вот только житель Дамаска последние 10 лет не мог попасть в Идлиб, а житель Идлиба не мог попасть в Дамаск. Но так было не всегда. Последние 5 лет режима Башара Асада многострадальная карта Сирии уже практически не менялась. Большинство из нас думает, что Сирийская Арабская Республика – это одна страна. А по факту с 2019 по 2024 годы она была поделена на 6 где-то пересекающихся, но в основном враждебных друг другу частей. Это федеральная асадовская часть при поддержке союзников России и Ирана, территория курдов, захвативших всю нефтеносную часть Сирии. Курдов поддерживали США. Зона сирийской национальной армии – это разношерстные полутеррористические группировки. Их официально поддерживали Турция, Катар и Саудовская Аравия. Идлибская зона – часть под контролем боевиков из Хаят Тахрир аш-Шам. Их тоже поддерживала Турция, но как бы тайно. 55-километровая зона Эт-Таиф, где находились военные базы США. И очень маленькие черные пятнышки под контролем исламского государства. Ну еще есть голландские высоты. Это сирийская территория, очень давно оккупированная Израилем. В
каждой из них были свои правила и порядки. Асадовские войска при поддержке России и Ирана воевали со всеми, кроме США, но часто сотрудничали с курдами. Протурецкие силы воевали и с Асадом, и с курдами. Курды воевали с протурецкими вооруженными группировками и немного с Асадом. И все вместе, с разной степенью активности, воевали с исламским государством, или, как говорят в Сирии, Даули. 6 разных стран внутри одной. Игру перевернуло внезапное наступление боевиков Хаят Тахрир аш-Шам и Сирийской национальной армии. Войска Башара Асада, союзники и ополчение не смогли оказать сопротивление. Всего за 2 недели группировки, поддерживаемые Турцией, Катаром и Саудовской Аравией, захватили ключевые сирийские города, а потом и Дамаск. Башар Асад бежал. Лидер Хаят Тахрир аш-Шам Абу Мухаммад Джулани стал временным президентом страны. А как же так вышло? Пока едем в Министерство печати, есть время для важной исторической справки. Без нее сложно будет понять контекст. Июнь 2000 года. В Дамаске тяжело умирает Хафиз Асад, классический ближневосточный диктатор. Почти все его враги гниют или в могилах, или в тюрьмах. Он пережил множество покушений, но умирает своей смертью. Впрочем, Хафиза мучает вопрос передачи власти. Его старший сын, любимец и главный наследник Басиль ранее погиб в автокатастрофе. Пришлось срочно возвращать из Лондона среднего, Башара. Башару 28, он работает офтальмологом, лечит англичанам катаракту. Хафиз никогда не делал ставку на этого сына. С детства застенчивый, нелюдимый, любит книги и одиночество, мягкий, неуверенный в себе. Даже возглавив Сирию, Башар какое-то время прикрывает рукой рот, когда разговаривает. Ну а кому еще отдать страну? Старшая дочь Бушра умна, у нее политические амбиции, но какой из женщины ближневосточный диктатор? Еще один сын Маджид страдает шизофренией. Больше всего подходит младший, Махер, своевольный, вспыльчивый, жестокий. Но он, как говорят в России, сыночка-корзиночка, маменькин любимчик, да и слишком молод. Учить жизни младшего долго, а у Хафиза Асада мало времени, его здоровье все хуже и хуже. Поэтому выбор сделан в пользу покладистого Башара. И тому придется постичь все тонкости сирийской власти за короткий срок. За 4 года Башар получает полное военное образование, хотя у его погибшего брата Басиля ушло на это 15 лет. Под предлогом борьбы с коррупцией Хафиз зачищает старую гвардию чиновников и силовиков, которые ничем не обязаны Башару. На должности спешно назначаются молодые офицеры. За год до смерти Хафиз, предчувствуя свой конец, устраивает масштабное зарубежное турне, представляя Башара как своего официального наследника. Но есть еще кое-что тревожащее Хафиза. В Лондоне Башар познакомился с красивой сирийкой Асмой Ахраз, умная, цепкая, с благородным британским английским. Асма работает в банке. Вместе с Башаром они ходят на концерты Фила Коллинза и других британских рок-звезд. Сирийская разведка постоянно доносит Хафизу, что Асма и ее семья состоят в плотных связях с британской разведкой. Я думаю, что во всех вещах я стараюсь получить лучшее от 2 миров. Без сомнения, я поручила преимущество от обучения в Лондоне, образ мышления, где значение сирийской культуры очень особенное. Когда Башара вернули в Дамаск, он хотел жениться на Асме, но отец категорически против. Согласие на этот брак Хафиз не даст до самой смерти. 10 июня 2000-го его хватил сердечный приступ. После смерти Хафиза в страну приезжает Асма. Она выходит замуж за наследника сирийского престола. На момент смерти отца Башару 34 года. Но президентом Сирии по тогдашней конституции можно было стать 40 лет. Однако разве может помешать такая мелочь? И нужный пункт в конституции изменили за ночь. На своих первых президентских выборах Башар Асад, единственный кандидат, победил, набрав чуть более 97%.
Рекордно низкий результат для Сирии того времени. Его отец набирал не менее 99,5%. Зато впервые за последние 40 лет с высокой трибуны в Сирии прозвучали слова «демократия», «прозрачность» и призывы не бояться критиковать режим. И произнес их в своей инаугурационной речи сам Башар. Наличие демократической мысли укрепляет институциональное мышление и действия. Итак, в какой степени мы демократичны? Каковы показатели наличия или отсутствия демократии в выборах или в свободе прессы, или в свободе слова, или в других свободах и правах? Я ничего подобного не утверждаю. Эти и другие права не сама демократия, а скорее демократическая практика и ее результаты. Все это построено на демократической мысли, а эта мысль основана на принятии мнения других. Это неизбежно улица с двусторонним движением. Что позволено мне, то позволено и другим. Когда улица становится односторонней, она превращается в эгоизм и индивидуализм. Мы не говорим, что имеем право на то или иное, а должны признать, что у других есть определенные права. Если это право допустимо для других с нашей точки зрения, то и у нас есть такое же право. Когда человек без чувства ответственности занимает должность, все, что он может получить, это власть. Власть без ответственности. Основа повсеместной халатности, хаоса и разрушения институтов. Идеальная ситуация предполагает, что каждый несет ответственность. При Башаре в Сирии расцвела так называемая «Дамасская весна». Ее можно сравнить с периодом оттепели в СССР. Асад массово выпускает политзаключенных, разрешает частные газеты, кабельные телеканалы и FM-радиостанции. В Сирию проводят интернет, запускают мобильную связь. Журналистам дают понять, что теперь можно потихоньку критиковать власть. Наиболее видные оппозиционеры, ученые, писатели, политологи, юристы призывают к еще большей свободе. Требуют отменить чрезвычайное положение, которое действует в Сирии почти 40 лет, и ввести многопартийную демократию. Воздух свободы витает в сирийских гостиных. Тем временем в доме одного из идеологов Дамасской весны, экономиста, инженера-нефтяника Хусейна аш-Шара, идут споры. Хусейн доказывает своему сыну, 19-летнему Ахмаду, что власть в стране можно изменить с помощью политической борьбы, не прибегая к оружию. Ахмад – студент Дамасского университета. Он изучает медиакоммуникации на факультете журналистики, но собирается переводиться на медицинский. Молодой человек считает, что новый глава Сирии ничем не будет отличаться от прежнего. И только с оружием в руках можно что-то поменять в стране. Время покажет, кто был прав. За годы Дамасской весны Башар Асад увидит, что свобода укрепляет его врагов. Старая гвардия военных и спецслужб дали понять молодому президенту, что долго он так не протянет. Башар – сын своего отца и по-другому не умеет. Демократические преобразования в стране свернут, а идеологов Дамасской весны бросят в тюрьмы или выдавят из Сирии. К этому времени в 2003-м войска США входят в Ирак, и недоучившийся журналист Ахмад аш-Шара уезжает воевать против американцев, чтобы набраться боевого опыта. Спустя 21 год он вернется в Дамаск и свергнет Башара. В иракском городе Мосуле Ахмад аш-Шара вступает в отряд Абу Мусаба аз-Заркави, второго по значимости человека в Аль-Каиде, после Усамы бен Ладена. В те годы аз-Заркави неожиданно для себя стал прародителем ИГИЛ, исламского государства Ирака и Леванта. Именно аз-Заркави обратился ко всем мусульманам мира с призывом ехать воевать в Ирак, потому что теперь здесь будет халифат. аз-Заркави вскоре убьют, а его идею о халифате подхватят армейские офицеры Саддама Хусейна, чтобы на этой основе создать идеологию нового на тот момент террористического движения ИГИЛ. Тем временем недоучившийся журналист Ахмад аш-Шара успевает сделать неплохую карьеру в Аль-Каиде. Он берет прозвище Абу Мухаммад Джулани. Джулан по-арабски, а по-израильски Голаны. Это название голландских высот, территории Сирии, оккупированной Израилем. Семья Ахмада аш-Шары – выходцы из деревни на голландских высотах, и по-русски прозвище Мухаммад Джулани звучит примерно как Андрей Питерский или Мага Буйнакский. Молодой Джулани успевает вступить в ряды ИГИЛ и даже возглавит на какое-то время первые жестокие боевые операции игиловцев в иракском Мосуле.
Но в 2006-м он попадает в плен. Аш-Шараа отправляют в тюрьму Абу-Грейб, затем в Кэмп Бука, а после в тюрьму Крейпер. В общей сложности он проведет в этих тюрьмах чуть более 5 лет. Там Аш-Шараа познакомится со всей верхушкой исламского государства и наладит связи, которые позволят ему войти в совет директоров мирового терроризма и свергнуть Асада. Есть такая поговорка, когда твой сосед бреет его бороду, то у парикмахера. Готовься уже. Наш сосед уже сбрили ему бороду. Мы знали, что вторая борода будет, это Сирия. На самом деле, американцы сбрили бороду Саддама Хусейна, уже наша борода должна быть сбрита. Когда разговариваешь с сирийцами о любых важных событиях в жизни их страны, например, о причинах начала гражданской войны, тебе расскажут про роль США, Турции, Ирана, России, саудитов, гадящую англичанку, Моссад и прочих жидорептилоидов. Но самой Сирии в этом нет, от нее будто никогда ничего не зависит. Но это, конечно, не так. Война в Ираке напугала Башара. Сирийские силовики убедили его, что следующим после Саддама снесут Асада. Дамасскую весну и прочие зачатки свободы быстро свернули. Башар поступил так, как поступил бы его отец, Хафиз. Он решил ударить первым. Из сирийских тюрем стали массово освобождать исламистов с одним условием – они должны были отправиться в Ирак, чтобы воевать с американцами и британцами. Спустя 8 лет США и Великобритания проделают этот же самый трюк, чтобы усложнить жизнь уже самому Асаду. Но поначалу стратегия Башара на какое-то время себя оправдала. Тысячи исламистов с оружием, переправленных через Сирию в Ирак, заставили увязнуть американцев и знатно попили крови войскам коалиции. Встреча американских политиков с президентом Асадом и возможность сфотографироваться заставляют его правительство думать, что они являются частью международного сообщества, хотя на самом деле они спонсируют терроризм, помогают или, по крайней мере, не препятствуют перемещению иностранных боевиков из Сирии в Ирак. В середине 2000-х Башар заморозил оттепель политическую, но зато в Сирии расцвела оттепель экономическая. В стране разрешили частные банки западного и исламского типов. В 2,5 раза снизились налоги на частный бизнес с 50 до 20%. Появился закон против монополий. К 2009-му отменили фиксированный курс сирийского фунта и сделали его свободно конвертируемым. Тогда же заработал сирийский фондовый рынок. И, кстати, запустили приватизацию. Да, эта приватизация не была идеальной. Как и в России 90-х, джекпот в Сирии тогда сорвали друзья, доверенные люди, крупные чиновники и родственники. Например, символом сирийской приватизации стал Рами Махлуф по прозвищу «Мистер 5%». Рами Махлуф – двоюродный брат и кошелек Башара Асада, который в одиночку представлял в Сирии более 200 западных компаний и брендов. Он владел и главным сотовым оператором Сириател, был хозяином нескольких частных банков и сирийских свободных экономических зон. Но, во-первых, во всех соседних арабских странах не принято обижать родню. Сирия никогда не была исключением. А во-вторых, экономические меры, запущенные Асадом, дали бурный рост в стране. Начиная с 2004 по 2011 годы ВВП Сирии прибавлял по 5-6% ежегодно. Для сравнения, это средние показатели темпов роста ВВП Китая за последние 10-12 лет. Башару Асаду удалось прорвать и международную дипломатическую изоляцию. Дамаск дважды посетила делегация американских сенаторов. Башара приняли с официальным визитом в Париже. Он наладил отношения с Эрдоганом, встречался с премьерами Хорватии и Испании, получил высшую награду Италии и Бразилии. Его жену Асму журнал Vogue назвал «розой пустыни» и самой свежей и притягательной из первых леди.
Тем временем по Ближнему Востоку и Северной Африке прокатилась арабская весна, серия протестов и мятежей, охвативших большую часть стран арабского мира. Весна в Сирии образца 2011-го с виду медленная, сонная и знойная, на деле будто женщина, готовая к скандалу, только ждет повод. Детская шалость, чем не повод? Небольшой город Дараа на юго-западе страны изнемогает от многолетней засухи. К тому же сюда хлынули тысячи разорившихся и голодных жителей из окрестностей провинции. Раньше всем этим людям были положены социальные льготы, введенные еще Хафизом Асадом. Но его сын Башар в рамках либерализации экономики льготы отменил. И пока вся остальная Сирия богатеет, люди в Дараа пухнут от голода. Этим пытаются воспользоваться братья-мусульмане, давние враги режима Асадов. В городской мечети мулла братьев-мусульман активно раскачивает лодку, призывая к протестам, но опрокинется она после детской шалости. Это Муавия Саясна, и именно он начал гражданскую войну в Сирии. На этом фото ему 20 лет, а в начале марта 2011-го Муавия всего 14. Его с друзьями возле школы останавливают полицейские. Мальчиков обыскивают, ничего не находят, но дают пару чапалахов дубинкой по спине и ногой под зад. У пацанов переходный возраст, их кровь кипит, мужское задето. Они хотят как-то отомстить и постоянно обсуждают поруганную честь. В это время в соседних Тунисе, Ливии и Египте кипит арабская весна, там свергают власть и убивают полицейских. Муавия предлагает исписать стены школы рядом с полицейским участком с намеком на что-нибудь антигосударственное. «Скоро придет твое время, доктор». Намек в местной спецслужбе поняли сразу. 6 марта 15 школьников задерживают по приказу начальника политической безопасности в Дараа Атифа Наджиба. По старой восточной традиции он не только главный силовик в городе, но еще и двоюродный брат Башара Асада. По старой сирийской традиции мальчиков учат любить власть, пытая током, выдирая ногти и избивая палками. По старой восточной традиции родственники задержанных пытаются договориться и выкупить школьников. Но дело политическое, сами должны понимать, объясняют родителям. Родители не понимают, и чтобы до них быстрее дошло, силовики их тоже избивают. Наступает пятница, 18 марта. В городской мечети во время коллективной молитвы мулла рассказывает людям о пытках подростков. Толпа идет к полиции с требованием выпустить школьников. В ответ полицейские открывают огонь. Есть убитые и раненые. Город взрывается, как пороховая бочка. Новые митинги и новые убитые. «Дайте нам дышать» – главный лозунг протеста тех дней. Жители Дараа выдвинули требования закрыть в городе здание тайной полиции, отставить губернатора и публично судить тех, кто расстреливал демонстрантов. Но власти согласились лишь отпустить подростков. Тогда люди сожгли офис правительственной партии Баас. Силовики ответили новыми расстрелами. Это спровоцировало вооруженное восстание с убийствами полицейских. Башар Асад уволил губернатора, но толпа в Дараа уже требовала большего. В итоге президент Сирии дал приказ окружить город войсками и начать штурм. Он поступил так же, как и его отец. В 1982-м, во время восстания в городе Хама, организованном теми же самыми братьями-мусульманами, Хафиз Асад окружил Хаму войсками и устроил массовую зачистку.
Тогда сирийская власть наказывала Хаму по принципу коллективной вины. Всех 250 тысяч жителей города назвали террористами. Сначала его долго бомбила авиация и артиллерия, а потом войска просто расстреливали на улицах мужчин старше 14 лет. По разным данным, тогда погибли от 20 до 40 тысяч человек, в основном обычные жители, мусульмане-сунниты. Еще не менее 60 тысяч горожан оставили свои дома. Резня в Хаме на долгие годы запугала оппозицию и подавила желание сопротивляться власти Асада. Но главное отличие в том, что во время жесточайшей резни в Хаме периода Хафиза Асада не было смартфонов с интернетом, и реальные масштабы трагедии долго удавалось скрывать. А история с пытками подростков и подавлением мятежа в Дараа моментально разнеслись по всей стране, постепенно втянув в орбиту протесты и другие города – Дамаск, Хомс, Хама, Алеппо. Со временем изменились и требования протестующих. Теперь люди требовали не просто больше свободы, но и свержения Башара Асада. Да, конечно, последующие беспорядки в Сирии раскачивали и арабские страны, и западные, однако очевидная вина сирийских властей, которые сначала решили по старинке просто всех убить. Мог ли Асад предотвратить гражданскую войну в Сирии? Большинство исследователей конфликта спустя время полагают, что сделать это было легко. К началу войны Башар не был кровавым диктатором, на нем не было еще большой крови. На фоне своего отца он точно не выглядел пересидевшим лидером и обладал высоким кредитом доверия у общества. Уровень несвободы в стране был средним по больнице в регионе. Крупный и средний сирийский бизнес преимущественно поддерживали президента. Все, что нужно было сделать Башару после подавления восстания в Дараа, возглавить протесты. Наказать пару десятков силовиков и чиновников и дать старт пусть даже небольшим реформам и послаблениям в стране. Ведь расстрелы демонстраций поначалу не бросали тень лично на Асада. Люди обвиняли местного губернатора, местных силовиков, которые по старой привычке подчиненного как можно быстрее пытались навести порядок, чтобы не выглядеть в глазах руководства хуже других регионов, но создали проблемы для центральной власти. А центральная власть не стала их наказывать. Между силовиками и жителями города, а затем и всех граждан Сирии, она выбрала силовиков, потому что если выбрать простых жителей, кто защитит ее в другой раз и в другом месте? В переломный для страны момент Башар Асад включил своего диктатора-отца и получил в ответ 13-летнюю гражданскую войну, за время которой постепенно и в самом деле стал кровавым диктатором, после того, как его армия убила сотни тысяч человек. Впрочем, его враги были не лучше, они убили не меньше. Топливом сирийской оппозиции, которая поначалу действовала из лучших побуждений, уже вскоре стали джихадисты разных мастей. Сирийская гражданская война не про хороших и плохих, там вообще не было хороших, что бы ни говорила асадовская или антиасадовская пропаганда. Хорошими, наверное, были только простые сирийцы, которые оказались между двух монстров и годами оплачивали их амбиции своими жизнями, здоровьем и имуществом. اليوم استهدفونا من الصباح بثلاث قذائف صاروخيه ومثل ما انتم شايفين صار عندنا شهداء اطفال ما ذنبهم شيء غير انهم كانوا عم يلعبوا بالشارع. В 2011-м сирийская оппозиция еще сама толком не понимала, как противостоять Асаду. Ядром вооруженного мятежа стали армейские офицеры, недовольные жестокостью подавления восстаний в разных городах. На деньги Саудовской Аравии они объявили о создании свободной сирийской армии, вокруг которой объединились разные группировки. Но между ними сразу началась внутренняя грызня. Вскоре свободную сирийскую армию стали покидать самые крупные и боеспособные формирования, например, курды.
США и страны НАТО задумались о бомбежках Сирии и смещении Асада по ливанскому сценарию. Но его спасли, если можно так сказать, террористы. В 2011-м в Сирию из Ирака возвращается Мохаммад Аль-Джулани с группой из 5 человек. Позже, возглавив Сирию, Джулани расскажет в интервью британским СМИ, что его выпустили из иракской тюрьмы лишь за пару дней до начала гражданской войны в Сирии. У молодого джихадиста ярлык на княжение от ИГИЛ. Он называет свою ячейку Джибхат ан-Нусра. Всего лишь за год, к 2013-му, Джулани увеличил свой небольшой отряд до 5000 человек. Увидев его успехи, лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади заявляет свои права на этот террористический стартап в Сирии. В мире бизнеса такое называется слиянием и поглощением. Сам Джулани позже в интервью рассказывал, что отказался от предложения ИГИЛ, перекрышевался под Аль-Каиду и даже воевал с игиловцами, потому что не собирался участвовать в религиозной войне, а хотел именно свержения Асада. Время покажет, что это был стратегический ход. Впрочем, исламское государство и без поддержки Джулани за короткий срок захватило треть Сирии, объявив о создании халифата. Столицей халифата игиловцы сделали город Ракка. С маркетингом и рекламой у ИГИЛ было лучше, чем у остальных террористических группировок, а потому со всех стран в Сирию потянулись самые радикальные мусульмане. Мировое внимание в итоге переключилось на борьбу с террористами. США постепенно передумали свергать Асада, решив, что он, конечно же, меньшее зло. Осенью 2014-го США начали бомбардировки позиций ИГИЛ и Джибхат ан-Нусры в Сирии. Параллельно американское ЦРУ занялось вооруженной подготовкой тех оппозиционеров, которых разведка США считала умеренными. Положение Башара снова стало шатким. К середине 2015-го его армия уже не контролировала даже 15% страны, а окраины Дамаска захватили разного рода группировки, от ИГИЛа и Аль-Каиды до разномастной вооруженной оппозиции. Но Асаду снова повезло. Осенью 2015-го в Сирию вошли российские войска. А ЧВК «Вагнер» стало известно на весь мир, освободив от игиловцев древнюю Пальмиру и устроив концерт Мариинки на ее развалинах. США поддержали желание России воевать с ИГИЛ и Аль-Каидой, но критиковали Москву за попытки во что бы то ни стало сохранить на троне Асада. Американский президент Барак Обама заявил, что Россия завязнет в Сирии, если и дальше продолжит слепо поддерживать Башара, режим которого, в конце концов, неизбежно падет. Я также сказал Путину, что и США, и Россия имеют общие интересы – уничтожить исламское государство. Но Путин, несмотря ни на что, ответил, что он не видит разницу между исламским государством и современной оппозицией суннитов, которая хочет убрать Башара Асада. Мы не готовы сотрудничать с российской военной компанией, если цель — уничтожить всех, кто не согласен с поведением Асада. С одной стороны, Россия действительно бомбила всех, на кого указывал Башар Асад. И далеко не всегда это были террористы ИГИЛ и Джибхат ан-Нусры. Частенько российская авиация утюжила позиции тех, кого было принято называть умеренной вооруженной оппозицией. С другой стороны, грань между умеренной оппозицией и джихадистами иногда была очень зыбкой, а Россия не утруждала себя тонкими настройками. Игиловцы перебегали в Аль-Каиду. Боевики Аль-Каиды перебегали в исламское государство, и все вместе они перетекали в ряды вооруженной оппозиции и обратно. Например, тот же Джулани в конце 2016-го неожиданно заявил, что разрывает связь с материнской Аль-Каидой. Свою группировку Джибхат ан-Нусра он переименовал в Хаят Тахрир аш-Шам и с тех пор в интервью позиционировал себя уже не как топ-менеджера Аль-Каиды, а как политического противника Асада, вынужденного бороться с диктатором с помощью оружия. Аллаху Акбар. В Сирии считают, что за этой метаморфозой Джулани стоит турецкая разведка. Официально в Турции группировку считали террористической, однако по факту оказывали финансовую и военную поддержку. Именно джихадисты Джулани в итоге стали главной ударной силой против войск Асада. Нужно было просто дождаться подходящего времени. В
В 2018-м Хаят Тахрир аш-Шам откатилась в Идлиб, город на севере страны, неподалеку от турецкой границы. Джулани здесь занялся выстраиванием повседневной жизни людей: налоги, образование, здравоохранение, экономика. Он стал таким военным губернатором провинции с парой миллионов человек. Часть командиров, подчиненных Джулани, периодически устраивали бунт, обвиняя своего лидера в том, что он продался Турции и забыл ради денег и власти об идеях джихада. Но таких быстро находили мертвыми. К 2019-му ИГИЛ лишился почти всех своих территорий в Сирии. Это еще раз доказывает, что Джулани стратегически был прав, когда порвал с исламским государством, переименовал свою группировку, объявил о разрыве с Аль-Каидой и начал дрейфовать в сторону умеренной вооруженной оппозиции. Асад тем временем праздновал победу. С помощью союзников России и Ирана под его контроль вернулись 62% территории Сирии. США вывели свои войска, оставив небольшой контингент. Россия трижды объявляла о сворачивании военной операции своего контингента, но после этого продолжала боевые действия и в итоге осталась в Сирии. Так Башар Асад сохранил власть еще надолго, до конца 2024-го. При борьбе с террористами из ИГИЛ был страх перед ними. 15-й год, 16-й год. И не забывайте, тогда костяком сирийско-арабской армии были территориальные обороны. Те же самые друзы, те же самые сунниты, которые составляли, они сами защищали свои села, как координация с сирийской армией. Большинство сирийского народа тогда думали, что лучше Асад, чем они. Чем ИГИЛ, да. И чем исламисты и прочие радикальные. Исламисты ушли, Асад остался. Асад остался, стало только хуже. 27 ноября 2024 года из Сирии начали поступать новости, которым поначалу никто не придавал значения. С севера, со стороны Идлиба, началось наступление на позиции сил Асада в провинции Алеппо. Основной ударной силой стали боевики Хаят Тахрир аш-Шам. Им помогали протурецкие вооруженные группировки и турецкая разведка. Операцию назвали по-арабски громко – «Сдерживание агрессии, рассвет свободы». Формально это был ответ на обстрелы войсками Асада Идлиба и его окрестностей. Но судя по масштабу операции, готовилась она не один год. А началась лишь когда ближайшие союзники Асада, Иран и Россия, увязли в своих проблемах и не могли рисковать ради спасения Башара. За год до наступательной операции было много событий на Ближнем Востоке. Война в Газе, в Ливане. Израиль начал убивать лидеров Хизбаллы через пейджеры. Прокси Ирана стали израильской целью. Ирану отрубили руки в регионе, в том числе в Ливане и в Сирии. И поэтому произошло ослабление позиций Ирана. У России выбор тоже был ограничен. И все варианты, которые были у Москвы, не гарантировали бы желанный результат, который хотела Россия. Оставался выбор – дополнительно отправить военных в Сирию, чтобы защитить Башара, но в таком случае русским пришлось бы забрать военный ресурс из Украины. А Украина для России – приоритет, поэтому решили так не поступать. Сперва новости из Сирии воспринимали как очередное плюс 100-500-е обострение конфликта Асада с его врагами. На лентах российских государственных СМИ давали редкие срочники про перестрелки с террористами Хаят Тахрир аш-Шам и то, что войска Асада их успешно отбивают. Но после стремительного взятия городов Алеппо, а затем Хамы, российские госканалы и военкоры реально напряглись. Хама имела стратегически важное значение для Асада. Автомагистраль М5, идущая из Алеппо, проходит через Хаму и соединяет крупнейшие провинции страны – Хомс, а затем Дамаск. В падении Хамы был еще и психологический аспект. Именно здесь, в 1982-м, его отец Хафиз Асад едва не потерял власть во время подавления восстания братьев-мусульман. Кровавая резня в Хаме, устроенная тогда войсками Хафиза, надолго зацементировала власть Асадов. Однако в этот раз войска сдали Хаму за сутки.
Еще через сутки, 7 декабря, боевики были в городе Хомс, а на следующий день Башар бежал в Москву, улетев из Сирии на военном самолете Минобороны России. Позже старший сын Башара, Хафиз, названный в честь деда, уже из Москвы напишет в своем телеграм-канале обстоятельства побега Асадов из Сирии в Россию. По словам сына Башара, его семья не собиралась никуда бежать. Сам он вернулся в страну из Москвы, чтобы поддержать отца. 7 декабря 2024-го еще один сын Башара, Карим, сдавал экзамен по математике в Высшем институте прикладных наук и технологий в Дамаске. По словам Хафиза, армия собиралась защищать столицу Сирии. نحن هون الجيش العربي السوري معنوياتنا نار وبإذن الله رح نحرر كل شبر بسوريا ونحقق النصر. И даже когда появились тревожные известия об отступлении войск из Хомса, у семьи Асадов не было никаких приготовлений к отъезду. Никаких приготовлений или признаков, предвещающих наш отъезд, не было. Все изменилось после полуночи, когда к нам домой в районе Аль-Малики прибыл российский чиновник. Он попросил президента переехать на побережье, в район провинции Латакия, чтобы оттуда контролировать оборону правительственных войск. В международном аэропорту Дамаска к Башару Асаду и двоим его сыновьям присоединился младший брат Махер Асад. В 3 часа ночи на военном самолете Минобороны РФ они вместе вылетели на российскую базу в аэропорт Хмеймим. После приземления Асады должны были отправиться в президентскую резиденцию в районе Бурж-Ислам в 40 километрах от аэропорта. Однако все попытки связаться с резиденцией оказались безуспешными, на звонки никто не отвечал. В это же время Башар Асад стал получать сообщения об отступлении военных с линии фронта и падении последних оставшихся позиций. Днем командование российской базы проинформировало нас о серьезности ситуации в окрестностях. Они сообщили нам, что покинуть базу уже невозможно. Поскольку террористы распространились по всей стране, ситуация погрузилась в хаос, и вся связь с военным руководством была потеряна. После консультации с Москвой командование базы сообщило нам, что наш перевод в Россию запрошен. Некоторое время спустя мы сели на российский военный самолет, направлявшийся в Москву, где и приземлились позже тем же вечером. Почему Россия не смогла помочь Асаду? На этот счет существует много противоречивых теорий. Но лично мне ближе мнение 2 сирийских асадовских генералов, которые обрисовали примерно похожую картину. Сейчас оба генерала прячутся в Сирии от новых властей. В случае задержания им грозят тюремные сроки. Поэтому они просили не называть своих имен и даже воинскую принадлежность. Далее я буду излагать их версию. На достоверность не претендую, реальную картину того, что случилось, еще только предстоит узнать. Итак, в начале 2020-го Турция и Россия договариваются о режиме тишины на северо-западе Сирии. Согласно этим договоренностям, войска Асада должны были остановить наступление на Идлиб. Турция через Россию предложила Башару ряд пунктов мирного соглашения, вы видите их на экране. Главная идея договоренности – когда в Сирии наконец побеждено исламское государство и в стране установлено подобие мира, Асаду пора договариваться с оппозицией в Идлибе, иначе эта музыка будет длиться вечность. Россию пункты в принципе устраивали, Иран нет. Однако Иран тогда и не собирался активно мешать. Но незадолго до встречи Эрдогана и Путина в Москве в марте 2020 года в Дамаск прилетел заместитель помощника по национальной безопасности ОАЭ Али Аль-Шамси. Он встретился с Башаром и передал ему тайное предложение наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда Аль-Нахаяна. Шейх просил президента Сирии сорвать российско-турецкие договоренности и продолжить наступление войск на Идлиб. Эмираты тогда хотели, чтобы Турция в ответ ввела свои войска и завязла в Сирии. И хотя Эмираты еще недавно спонсировали врагов Асада, сам он думал недолго и сказал, что готов, но за деньги. Мол, у Ирана финансовые сложности, а Россия так и вообще давно ничего ему не платит. Башар оценил свою услугу в $5 миллиардов, сторговались на 3 миллиардах. Эта информация потом утекла в медиа, однако генералы в разговоре со мной уверяют, что она достоверна.
В итоге Асад через Москву полностью отверг предложение Турции о прекращении огня, а потом еще и продолжил наступление на Идлиб, поставив Россию в крайне неудобное положение. Кремль был в ярости. Но Башар все свалил на Иран, мол, это союзники иранцы не согласны с турецкими предложениями и требуют додавливать Идлиб, а Асад лишь выполняет их пожелания. Башар все больше и больше надоедал Москве, но продолжал играть на противоречиях двух своих союзников – Ирана и России. Однако Кремль все равно не собирался сдавать Асада в конце 2024-го. Просто Россию надули стратегические партнеры, назовем это так. Когда в ноябре 2024-го в ответ на обстрелы асадовских войск из Идлиба началось наступление, и протурецкие вооруженные формирования оказались на окраинах Алеппо, турки сразу успокоили Москву, мол, дальше Алеппо боевики не пойдут. Город Алеппо как раз был в числе пунктов о мирном соглашении, которые ранее утвердили Путин и Эрдоган, но в итоге отверг Асад за 3 миллиарда эмиратских долларов. По этому соглашению предполагалось, что в Алеппо будет свободная торговая зона для всех жителей Сирии без ограничений. В этот раз турки пообещали Москве, что боевики дойдут только до Алеппо, а дальше начнутся переговоры с Асадом в рамках того самого прежнего, неудавшегося мирного соглашения. Но после того, как Алеппо очень быстро пал, а турецкие прокси продолжили наступление, Анкара развела руками и сказала Москве: «Сорян, мы сами не знаем, как так вышло. Это все боевики Хаят Тахрир аш-Шам, джихадисты как-никак. Мы, мол, говорили: стойте, стойте, а они не послушались». В иные годы Россия бы наверняка успела остановить наступление, но от ЧВК Вагнера к декабрю 2024-го уже мало что осталось, а быстро перекинуть войска и технику с украинского направления ради Асада никто бы не стал. Возможно, российский военный контингент, который находился в Сирии, смог бы направить и организовать оборону, но только при условии, что асадовские войска покажут волю к победе. Однако правительственная армия так стремительно принялась сдавать города, что России все стало понятно. В этих условиях Кремль действовал по ситуации и успел лишь получить гарантии, что в случае захвата власти в Сирии боевики не нападут на российские базы в провинции Латакия. Тем временем Башар продолжал ждать помощи от России. Говорят, что Асад был неплохим офтальмологом, однако скорое падение своего режима он разглядеть не смог. В конце гражданской войны правительственная армия прекратила свое сопротивление. Войска были разбросаны в горах между Дейр-эз-Зором, Раккой, Алеппо и границами Идлиба. Армия стояла там, но мы отошли со всех линий фронта без принуждения. По дороге в Министерство печати выясняется, что наш таксист сам бывший военной армии Асада. Его зовут Али. Он алавит, родом из прибрежной Латакии, но сейчас живет в Дамаске. Именно алавиты уже более 50-летий считались главной военной опорой режима Асадов и при Хафизе, и при Башаре. Мы спросили Али, почему же военнослужащие так быстро сдали Асада? Было давление власти на народ, было давление на солдат. Мы были подавлены нашим командованием, хотя долго терпели. В условиях экономического кризиса люди остались без зарплат, без денег, без всего. Произошедший переворот стал неожиданностью, но это действительно большая победа для сирийского народа. Али рассказал, что в последние годы правления Асада полковник в армии получал всего $20 в месяц, хотя до начала гражданской войны его зарплата составляла $400. Офицеры занимались подработкой, чтобы кормить семьи. Кто мог брать взятки и устраивать поборы, обязательно это делали. Например, по словам Али, один из форпостов, который держали его бывшие сослуживцы, охраняли 3 человек вместо положенных 9, а остальные 6 просто заплатили командирам и числились только по бумагам. При этом на службу в последние годы забирали и людей откровенно непригодных, даже с психическими отклонениями. За каких-то 5 лет относительного мира в стране сирийская армия, наоборот, деградировала в разы и в итоге оказалась деморализована. По словам Али, войска Асада численно превышали наступавших боевиков в 3-4 раза, но бежали, потому что уже не хотели защищать режим даже от тех, кого считали террористами.
Российские военкоры заявляли, что на быструю победу боевиков в Сирии повлияло активное использование ими беспилотников. Мол, войска Башара впервые столкнулись с ударами БПЛА и были к ним не готовы, поэтому быстро убегали. Действительно, к моменту наступления на позиции асадовских войск его враги научились пользоваться FPV-дронами. Например, в Хаят-Тахрир-аш-Шам была создана отдельная группировка БПЛА, которую назвали бригадой Шахин. Видео ударов беспилотниками по правительственной армии активно и много выкладывались в сеть. За месяц до свержения Асада Россия официально заявляла, что инструкторы Главного управления разведки Украины готовят боевиков использовать БПЛА. В зарубежных СМИ позже заявлялось, что обучение бойцов бригады Шахин проводил отряд «Химик» из ГУР Украины. По словам источников газеты The Washington Post, украинские инструкторы начали подготовку боевиков террористической Хаят-Тахрир-аш-Шам в Сирии еще в начале 2024 года. И тут вопрос, а что мешало Асаду заранее подготовить свои беспилотные отряды? Возможно, непоколебимая вера в союзников и в свою армию, которые защитили режим в 2010-х без этих ваших дронов. Конечно, важность БПЛА в боевых действиях сложно отрицать, но вряд ли именно это повлияло на скорость бегства правительственной армии. Простые цифры. Общее число войск Асада в 2024 году составляло чуть более 200 тысяч человек. Еще 100 тысяч были в полувоенных и околовоенных формированиях по типу сирийских ЧВК. Итого не менее 300 тысяч бойцов защищали режим Башара в конце ноября 2024 года. И это еще не считая многочисленных сотрудников сирийских спецслужб и полиции. Силы наступающих из Хаят-Тахрир-аш-Шам и сирийской национальной армии, это та самая протурецкая прокси-группировка, оценивались максимум в 70 тысяч бойцов. То есть еще раз, 70 тысяч боевиков наступают на позиции, где обороняются 300 тысяч бойцов Асада. В военной науке считается, что для прорыва обороны число наступающих должно быть минимум в 3-4 раза больше, чем обороняющихся. Иными словами, для более-менее успешного наступления на позиции 300-тысячной армии Асада численность его врагов должна была составлять не менее 1 миллиона бойцов. А в реальности это было наоборот. 70 тысяч вооруженных людей за 2 недели опрокинули 300 тысяч. Конечно, никакие украинские или турецкие инструкторы БПЛА со своими FPV-дронами не смогли бы повлиять на исход такого боя, если бы военные Асада хотя бы чуть-чуть были мотивированы защищать власть. Совершенно очевидно другое. Просто Башар до тошноты надоел жителям своей страны. Наш водитель Али, сам бывший военнослужащий асадовской армии, далеко не в восторге от тех, кто сейчас пришел к власти в стране, но признает, что к концу 2024 года людям в Сирии уже стало настолько плевать, кто свергнет Асада, что даже его ближайшие сторонники, алавиты, просто отошли в сторону. Али также считает, что ряд асадовских генералов купили на деньги Катара. Им пообещали сохранить их должности и имущество после падения режима, но слова не сдержали. При новой власти многие генералы Башара Асада были брошены в тюрьмы или бежали из страны. Даже спустя год в Сирии все еще вылавливают высокопоставленных военных прежнего режима. Некоторых убивают без суда и следствия. И тогда новая власть намекает, что это был чей-то акт возмездия. Отчасти во всем этом и есть объяснение, почему Хаят-Тахрир-аш-Шам продвигались даже в разы быстрее талибов, захвативших власть в Афганистане в августе 2021 года. Тогда Талибану понадобилось 5 месяцев на то, чтобы свергнуть проамериканскую власть. У турецких прокси-группировок с боевиками Хатыша ушло всего 13 дней, чтобы свергнуть Башара. Между проамериканским президентом Афганистана Ашрафом Гани и пророссийским Башаром Асадом была одна объединяющая их обоих фраза. Ашраф Гани публично заявлял, что никогда не сбежит из страны. То же самое говорил и Башар Асад. Те, кто бегут, они либо слабые, либо трусы. Настоящий патриот не сбежит из страны.
Это на самом деле даже хорошо, потому что это очищение, самоочищение государства, а также очищение нации. Под утро 8 декабря, когда сам Асад с семьей в самолете готовились покинуть Сирию, жителям Дамаска приходят вот такие смски. Здесь говорится, чтобы люди не верили фейкам и джихадистскому ЦИПСО. Мол, правительственная армия мужественно и успешно отражает все атаки террористов. Скоро враг падет, все цели операции будут выполнены, рукопожатие Башара крепкое. Даже мама говорила, что вот там, смотри, там на русском не разговаривай, там сейчас, может, не знаю, там хватать будут на улице. Ольга живет в Дамаске уже 4 года, она родом из Беларуси и замужем за сирийцем. В их семье 2 детей. Именно Ольга поделилась с нами СМС-рассылкой, которую жителям Дамаска отправляли в ночь перед падением режима Асада. Да, было страшно, даже мне, я бывает читала. У меня просто муж целый день работает, у меня одна как бы сижу, я вот все сижу и читаю эти новости, еще мама мне там по телефону... Российские новости? Да, российские, белорусские, мама мне там рассказывает, что-то по телевизору говорят. И меня уже тоже начало становиться страшно. А потом я там пойду к родственникам, там, к сестре, к мужу поразговаривать. Или там с другими родственниками, людьми. Там посмотрю на улице, люди спокойно ходят, там улыбаются, все там обсуждают. Типа, так еще шепотом, потому что боялись, не знали, что действительно дойдут до Дамаска. Вот, но как бы ждали, вот так сидели, как бы. Ждали прихода новой вооруженной оппозиции, вот это ждали. Как бы как в России террористической этой группировки. Как бы давно это ждали, что наконец-то должно что-то измениться, как бы давно это предсказывали, но, конечно, никто не знал, когда это и как произойдет. В день, когда жители сирийской столицы получили обнадеживающие смски, исламистские группировки во главе с Хатыша уже стояли у всех древнейших 8 ворот Дамаска. Лидер Хаят Тахрир аш-Шам Мохаммад аль-Джулани въехал в столицу, которую покинул 21 год назад после споров со своим отцом. Он выступил с проповедью в мечети Амиядов. А потом снова удивил всех. Подстриг бороду, надел костюм с галстуком, отказался от прозвища Абу Мухаммад Джулани, взятого во времена боев за Аль-Каиду и ИГИЛ, распустил свою группировку Хаят Тахрир аш-Шам и перевел всех боевиков в новые органы правопорядка, а затем предстал перед всеми как законный временный президент Сирии Ахмад аш-Шара. За последующий год аш-Шара успел выступить на трибуне в ООН, побывать с официальным визитом в Кремле, побывать с официальным визитом в Белом доме. Fragrance. Come here, please. I have more here, sir. Okay. So what we'll do is just take that, Joe, put it in, and then the other one is for your wife. How many wives? One for wife. You guys said never know, right? Совбез ООН снял с него все санкции, связанные с участием в террористических группировках. США отменили награду в $5 миллионов за его голову и сняли, пусть и на время, ряд санкций с Сирии. Есть ли кто-то, кому аш-Шара хотел бы сказать за это спасибо? Британская неправительственная организация, специализирующаяся на разрешении конфликтов, пригласила меня помочь им вытащить этого парня из террористической среды и вернуть его в обычную политику. Должен сказать, поначалу я очень осторожно отнесся к этому решению. У меня были какие-то его образы в оранжевом комбинезоне с ножом у горла. Но поговорив с несколькими людьми, которые там были, и один из которых встречался с Джулани, я решил рискнуть. Когда я впервые встретил Джулани, я сел рядом. Ни за что на свете не мог представить, что буду сидеть рядом с тобой. Длинная борода, рабочая одежда. Это Роберт Форд, бывший посол США в Сирии. На видео его выступление в Совете по международным делам Балтимора весной 2025-го. Форд рассказывает о личных встречах с аш-Шара в Идлибе в 2023 году, то есть когда тот был еще в топе всех террористических списков под именем Джулани. Он смотрел на меня, говорил очень тихо. Джулани также сказал: «Знаете, сейчас я управляю районом под контролем оппозиции на северо-западе Сирии.
И я понимаю, что тактика и принципы, которым я следовал, воюя в Ираке, неприменимы, когда вам приходится управлять 4 миллионами человек. Он сказал: «Я учусь управлять, для этого нужно идти на компромиссы». Это видео, конечно, спровоцировало скандал, и Роберт Форд заявил, что его неправильно поняли, а американские и британские власти не имели отношения к политической трансформации Джулани в Аш-Шараа. Однако в сети стали писать, что именно британская разведка совместно с ЦРУ заранее начали процесс отбеливания Джулани, готовя его в президенты Сирии. Даже если это и так, нельзя отрицать, что личность нового сирийского лидера была выбрана идеально и в итоге устроила почти всех. И большинство жителей страны, то есть мусульман-суннитов, и коллективный Запад, и глобальный Юг, и даже Россия. Вот генеалогическое древо Джулани Аш-Шараа. Его составили в Вашингтонском институте ближневосточной политики. Среди предков нового президента Сирии крупные торговцы и землевладельцы. Двоюродный дядя Фарук Аш-Шараа при Хафизе Асаде занимал пост министра иностранных дел Сирии. При Башаре был вице-президентом. Отец Хусейн Аш-Шараа – арабский националист, ученый и известный экономист. Родной брат Хазим Аш-Шараа был топ-менеджером регионального представительства Пепси на Ближнем Востоке. Еще один брат, Махер Аш-Шараа, закончил медицинскую академию имени Бурденко в России, женился на русской девушке с татарскими корнями, был замминистра здравоохранения Сирии до 2012 года. Потом его арестовали, но Махер смог бежать из заключения и скрылся в России. Здесь он 6 лет проработал гинекологом в Воронеже. Он, по-моему, занимался экстракорпоральным оплодотворением, то есть достаточно такие серьезные задачи решал, женщинам помогал. Обоих своих братьев нынешний глава Сирии неплохо пристроил. Хазима назначили директором Сирийского инвестиционного агентства. А гинеколог Махер теперь глава президентской администрации. Это породило обвинения в кумовстве и шутки, что теперь там все пойдет по... Ну, вы поняли. Короче, Джулани Аш-Шараа далеко не простой туповатый боевичок из деревни. Да и где вы видели топ-менеджера мировой корпорации терроризма, который выводит свою жену в люди? Латифа Аш-Шараа, новая первая леди Сирии. Закончила Госуниверситет Дамаска, получила степень магистра арабского языка и литературы. Противники новых властей Сирии говорят: посмотрите на нее. Латифа не выглядит так же изысканно светски, как бывшая первая леди Асма Аль-Асад. И теперь всех женщин страны заставят покрыться против их воли. Фан-база новых властей отвечает: ну и что? Так выглядят многие первые леди на Ближнем Востоке и в странах залива. Зато, в отличие от нравов талибана в Афганистане, женщинам Сирии хотя бы можно не прятать лицо, не сидеть дома, а работать и иметь образование. Кстати, прежнее джихадистское прозвище нынешнего президента Сирии, Джулани, теперь попало под негласный запрет в его стране. Так, перед походом за разрешением на съемки в Дамаске нам настоятельно рекомендовали в Министерстве печати ни в коем случае не упоминать в разговоре Джулани, только Аш-Шараа. По дороге в Министерство печати проезжаем самый центр города, площадь Амиядов. Здесь находится одна из достопримечательностей сирийской столицы – стела Меч Дамаска. Именно тут в течение месяца вся площадь была заполнена людьми. День и ночь они пели и плясали после свержения Асада. Видео народного ликования в прямом эфире нон-стопом крутило в эфире катарская Аль-Джазира, а также турецкие, саудовские и многие другие западные телеканалы. Вместе с толпой на площади Амиядов радовались жители других 5 крупнейших провинций Сирии – Дамаска, Алеппо, Хомса, Хамы и даже Латакии. Латакии, которая десятилетиями считалась главным оплотом режима Асадов. Больнее всего, наверное, эти кадры было видеть членам семьи Башара из снежной Москвы.
Сложно поверить, ведь на последних выборах президента за него отдали свой голос 95% сирийцев, и все тогда тоже плясали и радовались его победе. А вот видео. К моменту нашего приезда радостный пыл сирийцев уже немного поугас, да и нужно деньги как-то зарабатывать, одними плясками на площадях сыт не будешь. Однако возле меча Дамаска прошу таксиста остановить машину, потому что замечаю какой-то митинг с турецкими флагами. Хотя еще недавно за такое в Сирии можно было присесть лет на 25, и потом уже никогда не выйти из тюрьмы. В толпе видна пара шустрых дядь. Они принимают от кого-то звонки, раздают указания и заряжают на кричалки. Сами митингующие преимущественно студенты, которых выдернули с пар. Цель мероприятия: новые власти хотят продемонстрировать Турции, как сильно сирийцы ее любят. Кадры с этого митинга на площади Амиядов потом крутили на турецких каналах. Параллельно сирийцы устраивали митинги в Турции и благодарили Эрдогана. «Türkiye teşekkür ederiz, artık dönüyoruz». Спасибо, Турция, мы возвращаемся. Турецкие эксперты в студии одобрительно покачивали головами, комментируя это видео и новые отношения Дамаска и Анкары. При Асадах коллективные выражения радости благодарного народа были частыми. На сирийском ТВ крутили митинги в поддержку или митинги с осуждением чего-либо, часто и по любому поводу. Нынешняя власть, конечно, заявляет, что все это было тогда не настоящим, но и сама часто грешит такой же картинкой. Режим-то сменился, а вот прежний стиль собрать людей в кучу и показать, как они рады или возмущены, никуда не делся. До Министерства печати осталось 5 минут. Наш таксист Али недовольно качает головой. На улицах много нищих. Водители будто забыли правила дорожного движения, если вообще когда-то знали о них. От многих сирийцев я слышал фразу: «Если ты водил машину в Дамаске, то сможешь водить везде». Впрочем, то же самое говорят местные водители в Кабуле, Стамбуле, Махачкале и даже Иркутске. На наших глазах какая-то машина разворачивается, переезжая через бордюры. Никто ей не мешает. Мы ехали почти час, а заработок Али составил 40 тысяч фунтов, то есть 300 рублей. Фауда. Сейчас бардак. Везде в Сирии бардак. Раньше его не было из-за жесткой руки власти и из-за репрессий и тирании режима Асада. А сегодня случилась победа. Мы получили свободу. Нет полиции, нет сил безопасности. Сегодня, гуляя по улицам Сирии, ты не чувствуешь безопасности. Нет порядка. Система безопасности должна быть сформирована как можно скорее. Безопасность в стране должна быть обеспечена в кратчайшие сроки. Потому что без безопасности не будет ни жизни, ни экономики, ни стабильности. Министерство информации – это 7-этажное здание на оживленной магистрали. Для иностранных СМИ вход сбоку, через КПП. Для всех остальных – через центральную проходную. На первом этаже ремонт, пахнет свежей краской. Новая власть, как и везде в Сирии, обновляет фасад. Нам с Альбертом на 3-й этаж. После бегства Асада здесь изменились правила для СМИ. Раньше дружественными странами считались Россия и Иран, а это означало, что российским и иранским журналистам позволялось работать на территориях, контролируемых правительственной армией, но посещение зон в Идлибе под контролем протурецких джихадистов из Хатыша и прочих было равносильно смерти.
Напротив, журналисты недружественных Асаду стран, типа катарской Аль-Джазиры, турецких, саудовских, европейских и американских медиа, легко работали в Идлибе, но с риском для жизни заезжали на территорию войск Асада. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Теперь Иран и Россия – недружественные Сирии страны. Интересно, как новые власти в Мининформации отреагируют на наш приезд. На третьем этаже, вот в этой комнате с кожаными креслами, все журналисты ждут своей очереди на прием. Снимать здесь строго запрещено, но мы не выключили GoPro и сняли для вас несколько кадров. Перед тем, как вас пропустить, секретарь записывает данные: имя, фамилию, СМИ, которые представляете, и гражданство. Вместе с нами в очереди сидели британцы, голландцы, французы, итальянцы и украинцы. Многих журналистов сопровождают местные стрингеры. Когда подходит очередь, репортеров вызывают на собеседование. Снимать процесс нельзя. Чиновники задают вопросы о цели визита, какие объекты хотите посетить, на какой срок приехали, какой стрингер с вами работает. Мы были первые в очереди и зашли раньше всех. Но наше собеседование оказалось самым коротким и закончилось на фразе «Ана сахафи мин Руссия». Я журналист из России. На любые попытки объяснить, что мы приехали сюда не на госденьги, а за свои средства, чиновник отвечал: человека, который объявил нам о запрете на съемки, зовут Мульхам Абу Алейф. Он занимается коммуникациями со СМИ. На момент нашего нахождения в Сирии у Министерства информации была инструкция не пускать в страну российских журналистов и никак не содействовать. Всем остальным давали разрешение на съемку в течение часа или двух. В Министерстве информации и печати очень сильно удивились, как российские журналисты попали на территорию Сирии в начале января. Здесь с начала года ужесточились правила. И, соответственно, нам сказали, что российским журналистам въезд в Сирию запрещен. В общем, это очень проблематично. И честно сказали, что российским журналистам здесь не рады. Разрешение на съемку, бумажное разрешение на съемку нам не дали. Дело в том, что вот это бумажное разрешение, которое выдают другим журналистам, там, голландским, британским, украинским, американским и так далее, оно гарантирует как бы безопасность для журналистов, да? То есть, что новые власти отвечают, если вдруг что-то случится. Нам сказали, что теперь мы здесь сами по себе, и если с нами что-то случится, то никто за нас не в ответе. С другой стороны, раз уж мы попали на территорию Сирии, гнать нас отсюда никто не будет. И на словах нам разрешили снимать, но вот на улицах с людьми разговаривать, ни в коем случае не приближаться к объектам государственным, не снимать военных. Это на самом деле уже хорошо. Раз не гонят, значит можно работать, значит будем работать. Приезд нашей съемочной группы в Сирию изменил правила съемок. Чтобы исключить даже случайное попадание в страну российских нежелательных журналистов, в Мининформации упростили и одновременно усложнили схему регистрации. На сайте министерства появилась анкета для СМИ «Предварительное разрешение на въезд». Нужно приложить подробное резюме, план поездки, письмо из редакции, ссылки на соцсети съемочной группы, а затем начинается проверка на благонадежность. Информацию тщательно изучат. Как рассказал нам знакомый стрингер, в данный момент российские журналисты могут получить одобрение и въехать в Сирию, если в соцсетях, например, критикуют Путина и Асада, а также если, например, поддерживают Украину. Еще высок риск получить разрешение на въезд, если журналист работает на СМИ, которая признана в России иноагентом. Для чистоты эксперимента я заполнил эту анкету уже после возвращения в Москву из Сирии и вскоре получил официальное письмо из Министерства информации с повторным отказом. Кстати, если сравнивать действия новых сирийских чиновников с действиями талибов после их прихода к власти в Афганистане, то талибы легко давали разрешение на съемки всем, даже своим недавним врагам, журналистам из США и Великобритании. А тогда, находясь в Сирии и получив запрет снимать все, кроме улиц Дамаска, мы с Альбертом решили, что забьем на это указание и попробуем все же отснять через местных журналистов два нужных нам объекта: воинскую часть 4-й танковой дивизии в Дамаске, а также Сейдная, самую страшную тюрьму эпохи Асадов. После бегства Башара пропаганда новой власти выбрала именно эти объекты главными символами ужасов предыдущего режима.
Почему 4-я танковая дивизия? Ею руководил 3-й человек в стране, младший брат Башара Махер Асад. Фан-факт. Своему появлению 4-я дивизия обязана СССР. В 70-х годах после прихода к власти Хафиза Асада по его просьбе советские инструкторы стали создавать в Сирии отдельные формирования, аналог спецназа ВДВ и штурмовиков в одном флаконе. Их назвали «Шабиха», что с арабского переводится как «призрак». Эти формирования не существовали на бумаге, финансировались черным налом и не подчинялись вооруженным силам Сирии. В них набирали наиболее боеспособных солдат и офицеров. Вам ничего не напоминает? Если вы подумаете, что идею ЧВК Вагнера Евгений Пригожин когда-то скопировал именно у сирийцев, разубеждать вас не стану. В те годы у Шабиха была еще одна особенность. Туда набирали представителей только одной религиозной группы – алавитов. Конечно, руководить такими формированиями мог человек, которому бы Хафиз Асад доверял. Если учесть, что он не доверял никому, возглавить Шабиху было поручено его младшему брату, Рифату Асаду. И Рифат не подводил. Боевое крещение его ЧВК приняло в 1980-м. На Хафиза Асада было совершено покушение, в котором сирийские власти обвинили запрещенную организацию «Братья-мусульмане». В ответ отряды Шабиха убили почти 1000 заключенных в военной тюрьме Тадмор в Пальмире. Там как раз сидели последователи братьев-мусульман. Затем в 1982-м именно алавиты Шабиха проводили массовые чистки в городе Хама, который восстал против Хафиза Асада. Реально тогда восстали около 1000 человек, но всех жителей Хамы обвинили в терроризме по принципу коллективной вины. По разным оценкам, в ходе подавления восстания в городе Хама были убиты от 20 до 60 тысяч его жителей, в основном мусульман-суннитов. После этого протесты в Сирии затихли на десятилетия. Спустя 43 года, в марте 2025-го, именно выходцы из Хамы первыми начнут вырезать алавитов на сирийском побережье после бегства Асада. А потом Рифат Асад предал своего старшего брата и поднял мятеж. В 1984-м, пока Хафиз лечил сердце, его младший брат с помощью своих отрядов Шабиха попытался захватить власть в стране. В результате кровопролитного сирийского марша справедливости Рифат сдался. И хотя Хафиз очень хотел убить младшенького, Рифата после этого не отравили или не взорвали в самолете, как, знаете, иногда бывает в жизни. Братьев помирила мать. Рифата отправили в долгое изгнание. Сначала в СССР, затем во Францию. Когда я покинул Сирию в 1984 году, Каддафи прислал мне $250 миллионов, и я жил на эти деньги. Я купил 2 отеля и потратился на другие нужды. Но за последние 30 лет я все продал и потратил все деньги. А его ЧВК Шабиха перешли под контроль Минобороны Сирии и превратились в ту самую 4-ю танковую дивизию, которая со временем перешла к младшему сыну Хафиза, Махеру Асаду. Махер Асад развернулся покруче своего дядюшки Рифата и превратил 4-ю танковую не в дивизию, а в огромного монстра, чья численность превышала во много раз штат любой обычной дивизии. 4-я танковая была под крышей Ирана. В дивизию входили не только сирийские военные, но и десятки связанных с Ираном прокси-группировок, а также всевозможные племена и даже бывшие враги Башара, перешедшие на его сторону. При этом четкой иерархии не было. Каждая группировка внутри этого монстра имени Махера Асада имела свою структуру, командование и даже каналы финансирования. В итоге 4-я танковая дивизия как зонтик накрывала всю Сирию и имела филиалы в каждом регионе. То есть, по факту, она стала личной армией Махера Асада, лишь формально находясь в составе вооруженных сил страны. Почему же Башар позволил своему младшему брату так сильно укрепиться? Он же хорошо знал семейную историю своего отца и дядюшки.
Дело в том, что в Сирии времен Башара Асада, помимо непосредственно вооруженных сил, было несколько военизированных структур, по сути напоминающих ЧВК. Если Иран крышевал 4-ю танковую дивизию Махера Асада, то Россия в Сирии в противовес развивала свои похожие формирования. Это 5-й добровольческий корпус и силы «Тигра» под командованием Сухейля Аль-Хасана, одного из наиболее эффективных асадовских генералов времен Гражданской войны. Помимо этого, в стране существовали еще и силы национальной обороны. Это та самая старая новая Шабиха. Бойцы Шабихи по-прежнему не имели никакого официального статуса, но активно защищали режим и зачастую были эффективнее государственной армии. Единственное, теперь в рядах Шабихи были не только алавиты, но и встречались представители других сирийских религиозных групп. Такое большое количество конкурирующих формирований не давало возможности быть на вершине кому-то одному и уравновешивало любые попытки вооруженного восстания в интересах одной башни. Не исключено, что именно поэтому младший брат Башара так и не устроил мятеж, даже если очень хотел скинуть старшенького. Общая численность военнослужащих сирийской армии к 2024 году составляла около 200 тысяч человек. Еще не менее 100 тысяч были в полувоенных и околовоенных формированиях. И, конечно, им всем нужно было платить деньги, кормить и содержать. В 2011 году майор сирийской армии получал $300 США. В 2024 майор получал $15. Но даже эти деньги государство часто не выплачивало. Ослабленная жесткими санкциями казна за долгие годы войны уже не могла выполнять свои обязательства. Полувоенные формирования тоже зарабатывали как могли. В дивизии Махера Асада, правда, платили чуть больше. Его 4-я танковая имела свой отдельный бюджет. Структуры младшего брата Башара контролировали теневую сирийскую экономику, поборы на многочисленных постах, отжимание бизнеса в пользу своих номиналов, вымогательство у коммерсантов, контроль за ввозом сигарет и алкоголя, а также рынок наркотиков. Именно Махера Асада считают главным виновником того, что Сирия с 2018-го за короткий срок превратилась в крупнейшего на Ближнем Востоке поставщика наркотика под названием Каптагон. Когда Асады сбежали, новые власти обнаружили сотни складов и мини-заводов по производству Каптагона по всей стране. Журналистам устраивали показательные экскурсии на такие наркофабрики. После падения режима пособники Асада ушли. До этого они пришли сюда и захватили это место. Они пришли ночью и сожгли наркотики, однако не смогли сжечь все. Заводы по производству Каптагона обнаружились на территории военного аэродрома Мезза, на территории компании по торговле автомобилями в Латакии, в здании бывшей фабрики по выпуску картофельных чипсов в пригороде Дамаска, в каменоломнях и даже в самом сердце 4-й танковой дивизии на ее центральной базе в Дамаске. Мы обнаружили склад Каптагона, в котором находилось около 1 миллиона таблеток и каннабиса. Мы немедленно уничтожили все в присутствии сотрудников Главного управления безопасности Министерства внутренних дел. Каптагон сирийского разлива – это желтоватые маленькие таблетки. Себестоимость одной такой в Сирии 50 центов. На улицах Дамаска стоимость $2-3. В Саудовской Аравии эта таблетка уже стоит $20. Каптагон превращается в организме человека в амфетамин и теофилин, аналог кофеина. Оба компонента наркотика усиливают психоактивные свойства друг друга, в результате чего их союз влияет на мозг гораздо сильнее. Под Каптагоном вы превращаетесь в мини-версию Халка. Зашкаливают выносливость, сила, уверенность в себе, повышаются агрессия, подозрительность и тревожность. В журнале Nature Каптагон называли наркотиком джихада. Раньше считалось, что его принимают боевики ИГИЛ и прочих джихадистских групп. В статье за 2017 появляется термин «фармакотерроризм», то есть совершение терактов под кайфом. Однако с 2018 года соседи Сирии все чаще заявляют, что Махер Асад стал ближневосточным Пабло Эскобаром, а страна превратилась в фабрику производства Каптагона, который из Сирии гонят в промышленных масштабах в Иорданию, Саудовскую Аравию, Египет и Ливан.
Полковник Хасан Ал-Кудах, начальник отдела по борьбе с наркотиками Иордании, заявлял, что фабрики по производству каптагона находятся в районах, контролируемых 4-й дивизией, и эти наркозаводы крышуют Махер Асад и иранские прокси-группировки. Проблема стала настолько явной, что арабские государства предложили Башару Асаду снять с него дипломатическую изоляцию, лишь бы Сирия перестала толкать дурь. Башар, конечно, обещал, но, конечно, ничего не сделал. Каптагон ударил и по Сирии. В стране в десятки раз выросло число наркозависимых. Например, купить наркотик можно было прямо на посту у военных. Если это делал иностранец, то Каптагон ему сначала продавали, а потом уже вымогали взятку за невозбуждение уголовного дела. Классик. В причастности к сирийскому наркотрафику также обвинялись два местных бизнесмена – Амер Хитти и Ходер Тахир бен Али. Оба были спонсорами последней президентской кампании Башара Асада. Оба находятся под международными санкциями. В 2021 году президент Асад наградил Ходера Тахира бен Али орденом в знак признания его выдающихся заслуг в области экономики и финансового управления в военное время. Чтобы понимать масштаб этих выдающихся заслуг, вот вам цифры. Ежегодная прибыль от экспорта каптагона в Сирии составляла от 3 до 5 миллиардов долларов. При этом легальный годовой объем сирийского экспорта в те же годы менее 1 миллиарда долларов. У Асада, во-первых, было много долгов перед Россией и Ираном. Это является общеизвестным фактом. И он пытался уйти от этих долгов. К тому же ему нужно было платить своим военным. Это может быть одной из причин, побудившей его вести бизнес в такой токсичной сфере, как наркоторговля. Мухаммад Фараон – крупный сирийский бизнесмен. У него более 5 компаний, связанных с IT. Фараон считает, что Башар Асад сам загнал страну в ловушку наркоэкономики. До начала гражданской войны власть снимала сливки только с очень крупного легального бизнеса. Родственникам, друзьям, одноклассникам Башара принадлежали доли в нефтебизнесе, энергетике, в компаниях мобильной связи, в строительных компаниях. Однако в Сирии времен молодого Асада давали возможность зарабатывать и другим бизнесменам, не связанным тесно с властью. В том числе именно благодаря этому Башар смог удержаться в кресле после начала гражданской войны. В 2011 году Асада поддержали не алавиты, как думают большинство и как пишет большинство, да, а поддержали, скажем так, экономические, или вернее состоятельные сунниты. Состоятельные люди. Не обязательно сунниты, просто состоятельные люди из разных религиозных групп, скажем так, городов. Да. И в 2011 году, по большому счету, именно это удержало и сохранила власть Асада. Держит на самом деле экономику в своих. Это два города. Это Дамаск и Алеппо. Это самые такие состоятельные, исторически состоятельные. Они держат на самом деле и продукты питания, и не знаю что. И то же самое индустриальная столица Сирии. Это Алеппо. Они поддержали, и они поддерживают. Но чем дольше в стране шла война и ужесточались международные санкции, тем жестче шла война за раздел пирога под названием Сирия. Пирог таял на глазах. Асады забирали себе все, что могли. Из государственной кормушки постепенно начали выбрасывать лишних. Сначала друзей и одноклассников, потом родственников. Например, кошельком Башара Асада долгие годы был его двоюродный брат Рами Махлюф. Он один владел долями в более чем 200 компаниях по стране. Активы Рами Махлюфа оценивались в более чем $1 миллиард. После начала гражданской войны именно он был спонсором отрядов Шабиха и ряда подразделений вооруженных сил Сирии. Но в 2019-м, когда Асад с помощью союзников сумел вернуть под свой контроль более 60% территории страны, брат Рами неосторожно в частном разговоре заявил, что Башар победил только благодаря ему. Асаду донесли о разговоре, и он моментально обезжирил кузена. Башар посадил его под домашний арест, а весь братский многомиллиардный бизнес отжал и передал в управление второму человеку в стране, своей жене, Асме Аль-Асад. 8 декабря 2024-го, когда Асады улетели на самолете в Россию, а Дамаск пал, Рами Махлюф на машине скорой помощи смог сбежать в соседний Ливан. Сейчас, по некоторым данным, он живет в гостинице «Рэдисон» в Москве, снимает целый этаж под усиленной охраной.
Также поступили и с другими сирийскими олигархами. Их бизнес экспроприировали в пользу семьи Асадов. А все те крупные коммерсанты, которые в начале войны поддержали Асада, теперь или сбежали из Сирии и все потеряли, или были вынуждены отстегивать 80% прибыли в один из двух офисов, которые остались в стране. Офису Башара и Асмы Аль-Асад или офису Махера Асада. Если бизнесмен переставал платить, на него возбуждали уголовное дело и отправляли в специальную тюрьму для богатых людей. Она называлась Аль-Хатиб. Тут держали до тех пор, пока коммерсант не выплачивал нужную сумму или не переписывал компанию на нужного Асадом человека. Мохаммед Фараон, например, был обвинен в неуплате налогов и помещен в Аль-Хатиб. Спустя несколько месяцев он заплатил выкуп в $2 миллионов структурам Махера Асада за освобождение. Если вы хотели развиваться и работать в Сирии, иметь карт-бланш в бизнесе, то вам нужно было платить откаты и отдавать любой бизнес, выстроив отношения с офисом Асмы и Башара Асада. Но денег от наркотиков, которые получал режим, видимо, тоже было недостаточно, чтобы покрывать увеличенные военные расходы. Однако крупный легальный бизнес в стране так скукожился, что на счетчик в Сирии поставили даже мелкий бизнес – кафешки, магазинчики, таксистов. Помимо налогов, с них собирали еще и дань, которая в итоге тоже шла в казну Асадов. У вас есть магазинчик, да, свой. Что касается там, каких-то взяток или поборов, как это осуществлялось? Они присылали людей от государства каждую неделю. Эти люди проверяли цены в моем мини-маркете. Но когда они приходили, я должен был платить им каждую неделю. Я отдавал от 100 до 150 тысяч сирийских фунтов. Это было где-то $20, дань этим сборщикам. Еще были другие люди. Если я продавал сигареты, они тоже брали деньги с меня. Я платил за сигареты, платил за проверку магазина. В итоге я должен был каждую неделю отдавать примерно 300 тысяч сирийских фунтов. Это $40-45. This is near, I tell you, maybe $40-45. У мужа Ольги Зияда небольшая сеть мини-маркетов. Там продают все необходимое – табак, бытовую химию, продукты. Сирия уже долгое время обложена санкциями. Многие товары в стране являлись санкционкой и ввозились морским путем через порт в Латакии и по земле через Ливан и Иорданию. Чтобы заработать больше денег и сэкономить хотя бы на таможенных пошлинах, хозяева магазинов придумали контрабандную схему. Особенности контрабанды по-сирийски – смекалка и пара ослов. В приграничных с Ливаном деревнях местные держали специально обученных осликов-контрабандистов. Первое время осла водили из одной деревни в другую, по горам. В каждом конце пути его хорошо кормили. Так осел запоминал дорогу и не терялся, знал, где будет прикормка. Когда животное привыкало к маршруту, его пускали в дело. В Ливане ослика-контрабандиста нагружали санкционкой, типа шоколадок Милка и сигарет Мальборо. Все это он один тащил в Сирию. Так ослик шел по хорошо проторенной дорожке от кормежки к кормежке. Обход санкций и таможенных пошлин работал отлично. Даже если осла задерживали, то максимум, чего мог лишиться заказчик, это товара, а ослик – обеда. Но на кого он работает и кто заказал санкционку, пойманный осел не рассказывал. Такой схемой пользовался и муж Ольги, когда строил бизнес при Асадах. Однако часть товаров не везли даже ослики-контрабандисты. Это товары, которые монопольно могли ввозить в Сирию только Асады. Я не мог привозить питьевую воду в магазин, потому что воду возил его кузен. Платить 150 тысяч фунтов за бутылку воды? Они проворачивали слишком жестокие махинации с нами. Это же происходило с машинами, с едой. Я приехал сюда с Кипра, я жил раньше на Кипре. Там одна машина, которую я купил, стоила $10 тысяч. Мерседес. Я там купил. $10 тысяч. Я приехал сюда, и тут такая же машина стоит $65 тысяч. Такая же, абсолютно такая же. То же самое с электроникой, если вы хотите купить телевизор. Их могли привозить только Махер Асад, это его брат, и жена Асада, Асма. Они не оставляли работы людям, понимаете? Это не только моя проблема.
У моего друга была компания, он привозил аккумуляторы для телефонов из-за границы. И ему позвонили из разведки, из Мухабарата, и сказали, что нужно заплатить 4 миллиарда. Это мой друг, я его знаю. Они сказали ему: «Ну, ты же хорошо работал все эти годы». И добавили: «Ты должен платить». Они поймали моего друга, посадили его и его отца в тюрьму и сказали: «Если ты не заплатишь, то останешься тут». Ему нужно было заплатить 4 миллиарда сирийских лир. Это где-то 200 тысяч долларов. Сейчас ты выполняешь любую работу, какую хочешь, не спрашиваешь никого. Нет полиции, которая только и делает, что пишет на тебя донос. Ты должен был им платить. You were waiting, yeah, for Tahrir al-Sham? Yes, all people, not only me. Все люди ждали, не только я. В ту ночь, когда они пришли, люди почувствовали свободу. То есть сейчас все ждали прихода Тахрир аш-Шам. Но ранее, то есть в 2012, 2013, 2015 году, борьба с тогда на тот момент Джабхат ан-Нусрой, да, и с радикальными исламистами была достаточно, у сирийского общества было понимание, что с ними надо бороться. А сейчас все изменилось. Почему? Медиа Асада рисовали картинку. Джабхат ан-Нусра убивают, но это не Джабхат ан-Нусра. Люди все знали, но не могли говорить. ИГИЛ — радикальные исламисты. Да, они сделали много ошибок, убивали, но Джабхат ан-Нусра не делала ошибок. И если вы сейчас поедете в Идлиб, посмотрите на него. Там стало лучше, чем в Шаме, Дамаске. Люди там могут открывать бизнес, могут работать. Там не такие страшные люди, как показывают раньше медиа. Нет. Нормальные, простые люди. Сейчас, когда я вижу их, мы разговариваем. И они не смотрят на меня типа: «О, ты кафир, не веришь в Аллаха». Они говорят: «Вот тут мечеть, а тут бар. Если хочешь пойти в бар, мне все равно». Но в асадовских медиа все показывали по-другому. Они всех делали врагами друг другу. Они все хотели оставить как есть еще на 50 лет вперед. Здесь нужно отметить, что интервью было записано в начале января 2025 года. Многие сирийцы тогда искренне радовались бегству Башара Асада и надеялись, что новая власть сможет избежать междоусобицы. Однако за последующий год в стране произошло множество кровавых стычек с религиозными меньшинствами Сирии. Массовая резня алавитов на побережье, столкновения с друзами и курдами, теракты в христианских храмах. Обо всем этом я расскажу подробнее во второй серии, которая выйдет через месяц. На момент нашего нахождения в Дамаске подешевел и средний чек в ресторанах. Но нам об этом сказали слишком поздно, почти перед самым отъездом из Сирии. Сейчас я вам покажу, что значит расплачиваться в кафе или в ресторане в Дамаске. Это то, о чем я вам говорил, когда менял валюту. Вот мы поели, шаурма была, ребрышки ягненка, салат, хумус, в общем, не так много, 360 тысяч. 360 тысяч это в переводе в доллары где-то 36 долларов. Да, 36 долларов. 3 это сколько? 3600, да? Соответственно, есть еще одна хитрость небольшая, смотрите. Вот это, 5, 5, 10, это 20, да? Это налог Асада, как здесь называют. Местные, в принципе, знают, что можно потребовать, чтобы этот налог убрали еще так, это 20% отчета обычно, даже больше, на 25% даже. А когда ты им об этом говоришь, да, иностранец об этом говорит, они делают вид, что не понимают. Теперь надо расплатиться. Вот видите, мои пачки денег, которые я ранее наменял. Нужно отчитать 360 800. Вот так сидишь и считаешь.
10. Это будет долго. 6. 360 тысяч. Так, теперь нужно еще сколько? 800. А вот 2000-е купюры везде по всей Сирии. Портреты Асада уничтожили, но Асад будет еще долго сирийцами, кстати. И вот эти портреты, я вам гарантирую, никто топтать не будет. Год, наверное, пройдет, прежде чем заменят купюры с Асадом и его отцом Хафизом Асадом. Он на 500 лирных купюрах, в общем, как-то так. Так, теперь все надо. Миллионы собрать. Вот для чего я вам говорил, нужна большая сумка для того, чтобы в Сирии что-то покупать, чем-то расплачиваться. Моя сумка рассчитана только на $100, то есть на 1 миллион. Больше сюда просто не влезает. Конечно, многие в Сирии были рады бегству Башара Асада не только из-за падения цен или из-за снижения чека в ресторане. От центра Дамаска до тюрьмы Сидная час езды, если не попасть в пробки. В Сиднаю меня и оператора сопровождает Намир. Он наш гид, водитель и переводчик. На момент, когда мы были в Сирии, Намир работал экспедитором в местной крупной топливной компании. Спустя пару месяцев после нашего отъезда новые власти отжали топливную компанию в пользу своих людей под предлогом, что, мол, ее владелец во времена Асада снабжал бензином в том числе и армию. Хозяина компании объявили вне закона, Намир остался без дела. Почти год он перебивался временными заработками, но недавно написал, что нашел работу и открыл свой маленький бизнес. А еще у Намира опасное для Сирии хобби. Он рассекает на мотоциклах в компании друзей. Это только на первый взгляд хобби Намира безобидное. При прежней власти его любовь к мотоциклам в любой момент могла закончиться тюремным сроком. Оказывается, сирийцам при Асадах было запрещено владеть мотоциклом мощностью более 160 кубов. По сути, это мощность средненького скутера. Дело в том, что в конце 80-х одно из покушений на отца Башара Асада, Хафиза Асада, совершили мотоциклисты. Они расстреляли машину из кортежа и скрылись на большой скорости. Только бронированное стекло и сталь защитили тогдашнего президента Сирии от верной смерти. В ответ Хафиз законодательно ограничил мощность мотоцикла всем сирийцам. Если у человека находили мотоцикл мощностью более 160 кубов, транспорт должны были изъять. Помимо этого, задержанный должен был выплатить 400% от стоимости мотоцикла и бонусом мог получить срок от 5 до 7 лет тюрьмы. Этот закон, кстати, продолжал действовать и при Башаре Асаде. Но несмотря на закон, Намир и его друзья-байкеры частенько устраивали покатушки и рейды. У Намира и его брата, например, несколько мотоциклов мощностью и 1200, и 1500 кубиков. На мой вопрос, а как же тогда они безбоязненно рассекали на своих аппаратах при прежней власти, Намир ответил, что толпу байкеров простые полицейские останавливать боялись, а на постах с военными выручали взятки, 2-3 тысячи фунтов с каждого, и можно ехать дальше. Сейчас закон, ограничивающий мощность двигателей мотоциклов в Сирии, отменен. Еще один фан-факт о Намире. Он кабардинец, родившийся в Сирии и получивший высшее образование в России. Предки Намира покинули территорию Кабардино-Балкарии после Кавказской войны XIX века. С тех пор в Сирии живут диаспоры кабардинцев, дагестанцев, чеченцев, абхазов и не только.
Всех потомков переселенцев Северного и Южного Кавказа в Сирии называют черкесами. В общей сложности их около 200 тысяч человек. Если в имени сирийцев встретите, например, слово «Дагестани», значит, его предки были из Дагестана. Если в имени есть Шишани, значит, из Чечни. В Дамаске даже находится район Мухаджир. Это название он получил, потому что именно здесь когда-то обосновались переселенцы с Кавказа. По дороге в Сейднаю на улицах Дамаска часто встречаются пластиковые баклажки с зеленоватой жидкостью. Это местные заправки с бензином. Литр 92-го в Дамаске весной 2025-го стоил 8,5-9 тысяч фунтов. Это $1 10 центов, то есть около 100 рублей на тот момент. В Сирии во времена Башара бензин завозили из Ирана и России. Иранское топливо поступало напрямую, а российское через Ливан. В Сирии есть нефть и нефтеперерабатывающие заводы, однако территория, где они расположены, находится под контролем курдских вооруженных формирований. Курды хоть и враждовали с Асадом, но периодически продавали ему нефть. Впрочем, на нужды страны этого не хватало. Взять тот же Дамаск. Тут возле каждого дома стоят генераторы разных размеров, работающие на топливе. Без таких генераторов сложно прожить, ведь даже в столице отключение электричества при Асаде составляли 18 часов в сутки. Впрочем, при новой власти поначалу электричество давали и того меньше, всего 2 часа в сутки. Спустя год подачу электричества в Дамаске увеличили до 6-8 часов в сутки, при этом его стоимость выросла в 20 раз. При Асаде киловатт стоил 25 сирийских фунтов. Теперь же киловатт обходится в 600 фунтов, из которых, правда, 60% субсидируется государством. С другой стороны, при новой власти сильно подешевел бензин аж в 3 раза. Сейчас литр 95-го в Дамаске 90 центов, то есть 70-72 рубля, как и во многих регионах России. А вот во времена Асада литр 95-го стоил почти $3, и его продажей часто занимались военные прямо на постах. На городских официальных АЗС, правда, бензин был дешевле, но там заправляли только дважды в месяц, вот по таким вот карточкам. На карточке имя, фамилия владельца, номер и регион машины. Ее обладателю заранее приходило СМС с датой и временем, когда водитель мог подъехать на АЗС, оплатить и заправиться. За один раз можно было залить от 20 до 40 литров, в зависимости от уровня крутости обладателя топливной карты. Если же водитель пропускал свою очередь, возможность заправиться бензином подешевле сгорала. А следующую заветную СМС-ку приходилось ждать аж 2 недели, и пока уведомление не пришло, на официальных АЗС не заправляли. После прихода новой власти карточки и СМС-ки отменили. Бензин и газ на заправках можно покупать без ограничений. Отдаем большую котлету денег за 25 литров. В сирийских деньгах это 290 тысяч фунтов. Если считать по январскому курсу, около $25. За моей спиной въезд в тюрьму Сейдная. Это самый страшный символ режима Асадов. Она была основана в 80-х годах отцом Башара Асада, Хафизом Аль-Асадом, и имеет 2 корпуса. Белый, куда помещали людей по решению суда, и красный, туда помещали людей просто по соображениям безопасности. Красным этот корпус, он считается, кстати, самым страшным, красным этот корпус назвали, потому что, как считают люди, здесь стены красили кровью заключенных. Конечно, это слухи, но слухи недалеки от истины, учитывая, сколько людей пропало здесь с момента основания этой тюрьмы. Приблизительно, по приблизительным оценкам, около 100 тысяч человек пропали без вести. Сейчас здесь надпись «Free Syria» и портреты людей, которые пропали в Сейднае, исчезли без вести, ну и портреты отца Башара Асада, Хафиза, и самого Башара Асада, которые люди с удовольствием топчут.
الإنسانية مجرد من الأشياء الله يعطيك كل ظالم وطاغي ومجرم سفاح الله يعطيك يا بشار ننتقم منك ويفرجينا فيك يوم ونتمنى نحن من القيادة الروسية إنه تسلمنا إياه حيا يرزق لأنه الشعب بده محاكمته نطالب محكمة دولية ببشار وأعوانه بشار ومناصرينه اللي كانوا عم ينتهكوا العرض والشرف والدم. У ворот в самую страшную тюрьму Сирии фото пропавших заключенных и граффити в центре флага на белой полосе. Здесь написано «Человеческую бойню мы не забудем и не простим». Неподалеку от ворот неприметное помещение с выломанной дверью и разбитыми стеклами. Тут хранились журналы учета посетителей и записи о дежурствах военных, охранявших тюрьму. В журналах номер служебного оружия, группа крови военных, находившихся на посту, а также записи выходных и дежурств. В углу валяется форма асадовской армии, на рукаве красно-бело-черный флаг с 2 звездами. Флаг Новой Сирии другой. Он теперь зелено-бело-черный с 3 звездами. Сейдная оказалась закрыта для посещений журналистов и других людей, потому что поначалу, когда ворота тюрьмы еще были открыты, многие выносили отсюда на память все, что плохо лежит. Как нам объяснила охрана, на момент нашего приезда в Сейдная начала работать турецкая разведка совместно с новыми властями. Изучали архивы, которые прежний режим не успел уничтожить. Сейдная – это огромный комплекс, его площадь 1400 квадратных километров, это 184 футбольных полей. Тюрьма была окружена 2 минными полями – внутренним из противопехотных мин и внешним из противотанковых. Вообще Сейдная – это место, вокруг которого раньше ходило множество слухов. Почти 30 лет Асадам удавалось скрывать от внешнего мира то, что здесь творилось. Даже внутри Сирии люди мало что знали. Потому для режима Башара стало неожиданностью, когда на Западе в 2014-м опубликовали подробности устройства Сейдная, порядки в ней и десятки тысяч фотографий ее погибших заключенных. Человек, передавший эту информацию международным организациям, 12 лет скрывался под псевдонимом Цезарь. Для спецслужб Асада он был одной из главных целей, и лишь после падения режима Цезарь раскрыл свою личность. Им оказался Фарид Аль-Мадхана, старший сержант, бывший начальник отдела судебной экспертизы военной полиции в Дамаске. В 2013-м он тайно вывез из Сирии 55 тысяч фотографий, документирующих пытки, убийства и жестокое обращение с заключенными в тюрьмах Асада. Фарид был ответственным за фотографирование тел погибших заключенных. По словам Цезаря, каждому заключенному, как только он попадал в тюрьму, присваивали номер, который затем наносился на его тело после смерти. Цезарь также рассказал, что приказы фотографировать и документировать тела исходили от самой верхушки власти, чтобы там могли убедиться, что неугодные режиму люди действительно мертвы. Эта пожилая женщина каждый день приходит к Сейдная. Несколько лет назад ее сын попал в тюрьму, а после исчез из списков заключенных. Его нет ни среди погибших, ни среди живых. الله يفرج همك يا خالتي. آمين. انكتب اسمه مظبوط؟ ايه. جاسم محمد خليل العتمة. أيوة. Женщина протягивает клочок бумаги и просит нашего помощника Намира написать имя ее сына. هذا أم خليل. روحنا. تعرف يوم أنا طلع معي 9 سنين. أجا من الأردن متخلف إلي 2 سنين. У нашей собеседницы классическая сирийская трагедия. Ее семья уехала за границу, в Иорданию. Там жизнь не устроилась. Когда вернулись назад, ее младший сын уклонялся от срочной службы, чтобы не попасть на войну. Но без военного билета на работу устроиться он не мог. Вопрос попытались решить по старой сирийской традиции – дать взятку и купить военник.
تمام. ابني راح المدرسة السادسة أول مرة رجعه. Дядя посоветовал идти в военкомат с документами и встать на учет. Сказал, что договорился и проблем не будет. В Сирии система откупа от срочной службы была поставлена на поток. Откупались все, кто мог. В итоге в армию и на войну попадали самые бедные сирийцы. Позже оказалось, что дядя работает осведомителем военной полиции. Он сдал и своего брата, и племянников. Из военкомата никто из них не вернулся. راح أبوه وأخوه وجوزي. جوزي توقف سنة. وابني الصغير توقف سنة. والكبير لحد الآن مو مبين. اللي اسمه قاسم محمد العتب. لا ابني هذا اللي ما عم أدور عليه. عبد الحميد. مشان هدول مشان الكتابات على الحيطان. الكاتيجوري الثالثة هي الأسماء. It's all by hands. You see? После бегства Асада охрана Сейдная разбежалась. Нынешняя сирийская власть опубликовала списки разбежавшихся и ведет их активные поиски по стране. Вслед за охраной из тюрьмы стали выходить заключенные. Среди них был самый старый политический заключенный Сейдная, летчик Рагид Ахмад Аль-Татари. Несложно догадаться, что его предками были татары, которые в 19 веке переехали в Османскую империю. Сейчас ему 70 лет, в тюрьме же он провел 43 года. Как пишут местные СМИ, Аль-Татари был летчиком и отказался бомбить родной город Хаму во время резни, которую устроили войска Хафиза Асада в 1982. Тогда Аль-Татари было 27. В Сейднае Аль-Татари, шутя, говорил своим сокамерникам: «Твой срок – это столько лет, сколько я провел в тюремном туалете». После заключения он вернулся домой, в Хаму. В Дамаске говорят, что попасть в Сейднаю было очень просто, а вот выйти почти невозможно. Так случилось и с кальянщиком Ибрагимом Эс-Бенни. Он с женой пригласили нас в гости в Дамаске и рассказали свою историю. Всю жизнь Ибрагим держал магазин по продаже табака, кальянов и мангалов. Много денег не зарабатывал, но и не голодал. 24 года назад ему поступил крупный заказ. Ко мне пришли люди из посольства Турции и попросили сделать большой мангал на заказ. Я сделал. Отправил заказ, хотел получить деньги, пошел забрать оплату в посольство. У дверей была служба безопасности. Они взяли мой паспорт, записали имя, как в любом посольстве. Я вошел туда, получил оплату, вышел. После выгодной продажи Ибрагима вызвали на допрос в отделение органов политической безопасности. Это был конец 2000 года. Хафиз Асад умер, к власти пришел его сын Башар. В Сирии цвела Дамасская весна, аналог оттепели в СССР. Как только я вошел внутрь здания, меня увидел офицер. Мне сказали: «Ты был в посольстве Турции? Ты дал им информацию». Но я ничего не передавал, просто забрал деньги за мангал. Это все мои отношения с посольством. Пытки начинались с 10 утра до обеда, потом перерыв, и снова вечером с 19:00 до 23:00. Меня били и унижали, оскорбляли и пытали электричеством. Поскольку я уже не мог терпеть боль, я был вынужден подписать белый лист. Сказал: «Какое обвинение хотите написать? Пишите». После того, как я подписал бумагу, меня обвинили в том, что я шпионил на Турцию и на рабочую партию Курдистана против сирийского суверенитета. Получается, что передо мной в Дамаске сидел не кальянщик, а настоящий Джеймс Бонд. Быть шпионом турков и курдов в Сирии – это все равно, что работать одновременно на израильскую и иранскую разведки, находясь при этом в Саудовской Аравии. То есть логики тут ноль. Спустя 4 дня после задержания Ибрагима Мухабарат арестовала его беременную супругу, Нахлям. Женщина попросила заблюрить ее лицо на монтаже. Я шла по дороге. Ко мне подошел полковник и сказал: «Я приглашаю тебя на чашку кофе». Это была известная фраза спецслужб Асада. «Приглашаю на чашку кофе или чая» означало, что человека забирают на допрос. Меня забрали в отделение, и там меня спрашивали: «Что знаешь о муже? Кем он работает?» Я сказала: «Занимается углем для кальянов». Но следователь сказал: «Нет, чем-то другим». Спустя несколько дней меня начали пытать, хотя я была беременна. Они били меня в живот, угрожали, что привезут всю мою семью. Я была напугана. Он сказал: «Подпиши бумагу».
или мы привезем сюда твою семью. Молодой человек в красной толстовке, сидящий между Ибрахимом и Нахлям, Тарик. Их общий сын, которым женщина была беременна во время ареста. Имя Тарик с арабского означает «дорога». Фактически, этот парень действительно всю жизнь провел в дороге. Он родился в одной тюрьме, потом кочевал с матерью по другим тюрьмам. Я родился в 2001 году. Тогда не было детских садов или чего-то еще. Я родился в больнице, и через 6 часов меня вернули в камеру. Когда я поехал к родителям на свидание, я уже вырос, и они рассказали мне о том, что произошло. Когда Тарику было 3 года, его отдали родственникам, но велели не говорить мальчику о судьбе родителей. Тюрьму он не помнит. До 18 лет Тарик думал, что его родители уехали. Только в день совершеннолетия родные по секрету рассказали Тарику, что его отец и мать заключенные. 7 декабря 2024 вооруженные группировки захватывают города Хаму и Хомс. В Дамаске уже понимают серьезность ситуации, но телеканалы Асада убеждают население, ситуация под контролем. Вечером 7 декабря в телеграм-каналах ожидали официальное обращение Башара к народу. Оно анонсировалось по арабским телеграм-каналам, но так и не состоялось. 8 декабря Асад вместе с членами семьи улетел в Москву, а заключенные в Синае услышали звуки стрельбы. Мы просили охрану тюрьмы открыть двери, но никто не открывал, потому что все сбежали. Мы сняли дверь в туалете и растолкали ворота тюрьмы. И мы открыли ее. Свобода — это непонятное чувство для нас. Мы не поверили. Мы не знали, это сон или по-настоящему. Мы вышли, была ночь, мы не думали ни о чем. История мужа и жены, находившихся в заключении 24 года по надуманному и нелогичному обвинению, обычная реальность Сирии времен Асадов, когда каждого могли подозревать в работе на 1, 2 или даже 3 иностранные разведки одновременно. Но откуда взялась эта паранойя? С 1949 года в Сирии один за другим шли нескончаемые государственные перевороты. В 1963-м к власти в стране пришла партия Баас. Среди тех, кто помогал этой партии прийти к власти, был Амин Аль-Хафиз, сириец-алавит с армянскими корнями. Аль-Хафиз занимает пост премьера и председателя Совета революционного командования Сирии. В число его сторонников входит вот этот человек, Камаль Аль-Табет, успешный бизнесмен и миллионер, который быстро влился в военно-политическую тусовку Дамаска. Ночью он устраивает для офицеров и чиновников экстравагантные вечеринки с женщинами и алкоголем, а днем собирает влиятельных политиков на квартирники, где решались вопросы государственной важности. Камаля Аль-Табета возили на закрытые военные объекты, его очень уважали и сделали полковником сирийской армии. В итоге Хафиз Асад лично предложил Камалю Аль-Табету пост замминистра обороны Сирии. Но карьерному взлету Табета помешала советская разведка. Сирийские спецслужбы давно подозревали, что в Дамаске работает какой-то шпион, близкий к руководству страны. Но своими силами вычислить его не могли и обратились за помощью к СССР, ближайшему союзнику молодой Сирийской Арабской Республики. Из СССР привезли новейшие пеленгаторы. Советские военные специалисты поначалу зафиксировали помехи в центре Дамаска, то есть прямо в районе Генштаба работал некий вражеский радиопередатчик. В Дамаске с утроенной силой принялись искать крысу. Просеивали всех, и постепенно советская система пеленгатор привела сирийские спецслужбы в хорошо знакомую богемную квартиру Аль-Табета, как раз в тот момент, когда он передавал данные по радио израильской разведки Моссад. Камаля Аль-Табета на самом деле звали Эли Коэн. Он был евреем Мизрахим, который родился в египетской Александрии. Коэна специально подготовили к внедрению в высшую прослойку сирийского общества. Предыдущие попытки Израиля внедрить шпионов в сирийское руководство всегда заканчивались провалами.
За время своей работы Коэн сделал невозможное. Передал Моссаду сотни секретных телеграмм обо всей верхушке страны. Рассекретил бункеры на голландских высотах, где сирийские военные хранили советское оружие. Его данные сыграли важнейшую роль в последующей победе Израиля в шестидневной войне. 18 мая 1965 года агента Моссада Эли Коэна повесили на площади Аль-Марже в Дамаске. Затем, как агента Моссада вешали на площади, наблюдал и молодой капитан Хафиз Асад. Это была пощечина лично ему, ведь Хафиз сам предложил шпиону Израиля занимать высокий пост в Минобороны. Когда в 1970-м в результате очередного переворота Хафиз Асад придет к власти в Сирии, он хорошо усвоит урок. Доверять никому нельзя, особенно близкому окружению. Шумный Дамаск, город из множества деталей, как на сирийской мозаике Саддав, стал городом правителя-параноика. На улицах столицы торговцы продавали фрукты, мужчины пили кофе, курили кальян, башмачники чистили обувь, машины громко сигналили в пробках. В это время под землей Дамаска протекала другая жизнь, людей, которые находились за солнцем. «Где он?» – спрашивали про исчезнувшего человека. «Вара Шамсия, за солнцем». Это означало, что человек попал в одну из секретных тюрем и уже не вернется. При Башаре подземные и засекреченные тюрьмы не простаивали никогда. Директор сирийской гражданской обороны Мунир Мустафа заявил, что всего в стране обнаружено 111 тайных тюрем. Там держали политзаключенных, оппозиционеров, журналистов, которые критиковали власть, религиозных деятелей. Туда попадали правозащитники, дезертиры, офицеры, отказавшиеся выполнять приказ, и те, кто воевал с оружием в руках против режима в составе террористических или не террористических группировок. Когда мы вернулись сюда, резкий запах заставил нас спуститься и посмотреть, что было в подвале. Когда мы туда зашли, то увидели большое количество трупов, но мы не могли предпринять никаких шагов, например, сообщить в надлежащие органы, потому что не было никого, кто мог бы сотрудничать с нами в тот период. Помимо секретных тюрем, после бегства Асада вскрылись и десятки массовых захоронений по всей Сирии. Самым известным из них является Тадамун, это один из районов Дамаска. В 2013-м военные Асада устроили здесь массовую казнь. Сирийские спецслужбы объявили всех жителей района пособниками террористов, и по принципу коллективной вины схваченных мужчин сбрасывали в ров с завязанными глазами и расстреливали. Видео той бойни попало к журналистам спустя 9 лет. Судя по кадрам, десятки мужчин с завязанными глазами и связанными руками сбрасывали в траншею, выложенную покрышками, и расстреливали, а затем сожгли. Тогда только на этом видео насчитали 40 убитых человек. Казнили людей сотрудники 227-го отделения сирийской военной разведки. После падения режима часть палачей задержали. Они рассказали, что в общей сложности в Тадамуне были замучены более 500 подростков, юношей и мужчин. Их тела до сих пор продолжают находить в подвалах разных домов. Люди бежали от Асада из южного пригорода Дамаска, но силы Асада собирали и запирали их в подвалах, сжигали их. В Дамаске подвалов много, не только этот. Разведка Сирии состояла из множества ответвлений, но ее каркасом было управление военной разведки. Выше всех было управление военной разведки Шуабат аль-Мухабарат аль-Аскария. Дальше шли ответвления на узконаправленные отделы. Отдел 291, он же центральный, главный штаб управления, хранил досье на всех сотрудников. Отдел 235, он же палестинский отдел, занимался мониторингом палестинских организаций и беженцев. Отдел 293 следил за армейскими офицерами, их карьерой и назначениями. Отдел 294 отвечал за безопасность в вооруженных силах, контролировал армию. Отдел 211 занимался интернет-безопасностью и IT-технологиями. Отдел 225 отвечал за безопасность внутренних и международных государственных коммуникаций. Отделы разведки работали во всех провинциях, в том числе неподконтрольных режиму Асада.
Необычную работу выполняло и управление авиационной разведки Сирии. Они подсаживали своих сотрудников на гражданские рейсы. Любая красивая сирийка-стюардесса с алой помадой, разносившая пепси или апельсиновый сок, могла оказаться агентом. Сотрудники наблюдали за поведением, слушали разговоры пассажиров и коллег, выявляли неблагонадежных и сообщали о них в докладах. Главными подразделениями авиационной разведки считались отдел информации, который как раз занимался сбором данных, и отдел расследований. Его сотрудники устраивали допросы, в том числе с применением пыток. Когда еще услышишь такие вежливые слова при входе в здание разведки? Мы в пригороде Дамаска, городе Джарамана. Это город на юге от столицы. По расположению и площади фактически дамасский вариант подмосковной Щербинки. В местное отделение разведки я и оператор приехали в сопровождении друзов. Друзы – это религиозное меньшинство, или аль-Таифа, то есть секта, как говорят в Сирии. Здесь слово «секта» не имеет негативный окрас. Сектами называют не богоотступников, а разные религиозные группы, например, друзов, алавитов, шиитов, христиан. Здание государственной безопасности в Джарамане Амен-эль-Дауле. Мы сейчас как раз находимся, у меня за спиной вход, и давайте посмотрим, что здесь было. Ну, здесь, соответственно, вот портрет Башара аль-Асада, он здесь уже испорчен, конечно же. Это вход. Здесь висел тоже портрет Башара Асада, теперь здесь написано «Аллаху Акбар». Кстати, здесь сидел генерал, собственно говоря, вот генерал вот этого вот подразделения управления государственной безопасности. Это вот кальян и, соответственно, место для отдыха, кухня, там, спальня и так далее. Дальше. Так, здесь вот такое небольшое ИВС, изолятор временного содержания. Здесь людей держали, но во время допросов. И уже если его считали опасным, да, скажем так, вот отсюда его, значит, отправляли в Сейднаю или еще в какую-то любую другую тюрьму. Вот здесь очень мало места на самом деле, вот здесь могло быть несколько человек. И я сейчас покажу вам еще один кабинет. Вот здесь карты висят. Это карта Джарамана. Вот она, собственно говоря. Здесь, я так понимаю, во время гражданской войны были силы свободной сирийской армии, оппозиционная вооруженная оппозиция, да. Вот это вот красным обозначено позиции войск режима Асада. А мы сейчас находимся вот здесь. Вот это здание госбезопасности. Ну и еще здесь есть разные записи. Вот, например, записи людей, список людей, которые попадали сюда. Это один из списков таких вот людей. Здесь больше 1000 человек. Практически все они это люди, которые подверглись мобилизации, но не явились на мобилизацию. Соответственно, это беглецы, да, скажем так. Беглецы от мобилизации. И здесь указана дата рождения, значит, когда был задержан. Есть пометки, здесь были где-то пометки карандашом. Это значит, что человек должен был явиться на повторную мобилизацию. Вот. То есть он уже ранее служил в армии, но там потребовалось от него снова явиться, да, для того, чтобы попасть в вооруженные силы. И вот здесь вот как раз пометка об этом. Ну и еще за этим зданием уже темно. Мы подсняли это отдельно, сейчас показать не получится. За этим зданием несколько таких горок золы больших, которые говорят о том, что многие документы сотрудники здания госбезопасности этого сожгли до того, как убежали. Что это были за документы? Скорее всего, речь идет снова о людях. Да? Вот папки тоже
Папки с документами, но они уже пустые. Когда мы сюда приехали, то увидели. Они подожгли бумаги и важные вещи. Забрали все и ушли. Мы вошли внутрь и обнаружили эту тюрьму. Это было одно из их орудий пыток. Это был шкаф, здесь они сидели и били людей палками. Здесь они подвешивали людей на веревках к потолку. Сейчас у нас здесь ничего не осталось. Мы отменили все пытки, теперь мы все братья и друзья. Мы против этих орудий и не призываем к их использованию. Мы категорически против этих действий. Мы хотим только жить на свободе и быть вместе. Нас объединяет любовь к этой стране. А эта палка называется фалака. Ею бьют по босым подошвам ног. Такой вид пыток широко применялся в Персии, Османской империи, а затем и в арабских странах с XIV века. У османов до 17 века даже была такая должность – фалакаджи, специальный человек именно для этого вида пыток. У сирийцев данный вид наказания применялся и в 21 веке. Что-то модно, что-то вечно. На заднем дворе здания разведки в Джарамане те самые горки из золы, о которых я рассказывал ранее. А еще в кабинете начальника госбезопасности города Джараманы мы нашли любопытный документ, лежавший в папке с грифом «Секретно». Это инструкция по работе для сотрудников спецслужб, которую не успели сжечь во время бегства. Судя по тому, что здесь написано, под колпаком в Джарамане были все. Согласно документу, разведка должна была следить за всеми приезжающими в город, проверять их на предмет экстремизма и следить за контактом с местными. Местные тоже подпадали под подозрение. В особенности проверяли тех, кто имел какие-либо контакты с Катаром. Сотрудникам разведки ставили задачу плотно отрабатывать улицу, следить за слухами, общаться с прохожими, торговцами, контролировать медиа и соцсети, по итогу писать докладные о проделанной работе. Каждый месяц проверяли работу всех сфер в Джарамане: офисов по продаже недвижимости, аренде машин, торговых точек, ремесленников. Особое внимание уделяли контролю за теми, у кого родственники воевали в группировках против Асада. От сотрудников и их агентуры требовали доносить о любых оппозиционных настроениях, а также уведомлять о возможных контактах местного населения, запрещенной в России группировкой «Братья-мусульмане», особенно с ее йеменским офисом. Еще в документе был пункт о слежке за коммунистами. Оказывается, такие в Джарамане тоже есть. Столь жесткий контроль, с одной стороны, должен был создать дисциплину и безопасность, но он же означал, что оказаться за солнцем мог любой житель города. Работать на сирийские спецслужбы Мухабарат мог любой, поэтому сирийцы придумали кодовый язык, с помощью которого общались на улицах, а часто и на семейных посиделках. Про того, кто вызывал подозрения, говорили: у этого человека красивый почерк, что означало, что он информатор и часто пишет доносы. Тюрьму называли походом в дом своей тети, а избиение в тюрьме кодовым названием «вечеринка». Если человек в разговоре слышал фразу «Вы знаете, с кем вы разговариваете?», значит, его предупреждают, и кто-то близок к Асадам. Сирийцы не произносили вслух слово «доллар», потому что за обмен валюты можно было попасть в тюрьму на срок от 3 до 15 лет. Доллары называли худор, то есть зеленые, но в Мухабарат быстро поняли, о чем идет речь, и сирийцы стали называть доллары петрушкой или мятой. Тайный язык в стране начали использовать еще в начале 20 века, во времена французского мандата, когда Сирия находилась под протекторатом Франции. Тогда, чтобы обмануть французов, местные говорили на птичьем арабском. Его придумали заключенные в городе Алеппо, чтобы общаться о чем угодно под носом у охраны. Затем птичий язык перекочевал в Дамаск и стал языком антифранцузского сопротивления. На нем передавали тайные сообщения и говорили на улицах прямо под носом у французов, владеющих арабским. Чужаки буквально впадали в ступор, что это за диалект такой, который не переводится ни по одному словарю. А все просто. В каждый слог птичьего арабского языка добавляли звук «з» – «зейн». Вот как это работало. «Я тебя люблю» на классическом арабском «ана ухибуки».
На птичьем языке то же самое звучали азназагизбуки. Это как если бы по-русски сказать «я тебя злюбзлю». Сейчас птичий арабский используется редко. Сирийцы в каждом регионе по-новому видоизменяют язык и придумывают новые шифры, чтобы ненужные люди не понимали лишнего. Но в тюрьмах во времена режима Асада такой метод общения уже не прокатывал. Охранники сразу замечали птичий арабский, и любое видоизменение языка приводило к усиленным пыткам и допросам. Старшее поколение общалось на азбуке Морзе, которую видоизменяли под конкретную тюрьму и незаметно передавали сообщения. Молодежь обменивалась посланиями другими методами – жестами рук, эмоциями на лице и постукиваниями по стене. Эти примочки охранники тюрьмы замечали реже. Шифры стали основой общения заключенных по всей стране. С начала революции, когда я вышел из тюрьмы, меня прозвали «Осьминог», обитатель моря, у которого много рук. Рияд Бакура – бывший политический заключенный, знает секретный язык в совершенстве. К 43 годам он отсидел в 5 тюрьмах во времена Асада. Один из немногих, кто побывал за солнцем, но вернулся. Для бывшего режима Рияд – террорист, такой же, как любой боевик ИГИЛ, Аль-Каиды или Хаят Тахрир аш-Шам. Для всех остальных, кто напрямую не вовлечен в сирийские разборки, Рияд скорее относится к категории людей, которых во всем мире называют активными оппозиционерами. Как я уже говорил, враги Асада в Сирии не были однородной структурой. Это было множество часто враждующих между собой вооруженных группировок. С одной стороны, радикальные террористы и откровенные джихадисты разных мастей. С другой, военные организации типа курдов на северо-востоке или друзов на юге, которые грезили о своем государстве или широкой автономии. С третьей, полувоенные группировки, случайные люди, которые ловили рыбку в мутной воде и продавали свои услуги всем, кто мог заплатить. С четвертой, такие как Рияд, классические оппозиционеры, которые воевали не за шариат, не за автономию и не за деньги, а за идею свержения ненавистного им режима. Как водится, именно таких оппозиционеров особенно ненавидели все остальные группировки. Во время гражданской войны в Сирии у Рияда возник конфликт с одной из полувоенных групп, и теперь, после бегства Асада, лидер этой группировки искал Рияда в Дамаске, чтобы отомстить. Поэтому нашему герою пришлось срочно покинуть сирийскую столицу и уехать в Турцию. Именно там, в Стамбуле, мы и записали его историю. Во-первых, нужно сказать, что я вырос в Джобаре, пригороде Дамаска. Это одно из старейших мест в Сирии. Я рос там как любой ребенок. Ходил в школу, начал работать с моим отцом. Закончил школу, бегал к нему на фабрику, мы работали вместе. Интерес к альтернативной точке зрения у меня начался со школы. Я не принимал многое в нашем обществе. И одно из них — то, как нас обучали. И в классах и начальной, и средней, и старшей школы я всегда находил что-то, что я не принимал. Джобар – бывший еврейский городок. Сирийские евреи жили там до 1948 года, создания израильского государства. Сейчас Джобар – район Дамаска, где находится почти 3000-летняя синагога, одна из самых старых в Сирии и в мире. Рияд, кстати, в середине 2000-х выступал в комитете по защите этой синагоги и организовал первую поездку американских евреев по святым местам в Джобаре. Джобар часто мелькал в российских СМИ в 2015 году. Сообщалось, что армия Асада бомбила этот район, потому что там засели боевики из Джабхат ан-Нусры, террористической группировки, некогда созданной нынешним президентом Сирии. СМИ писали, что окопавшиеся в Джобаре террористы бомбили Дамаск и мирных жителей. У Рияда другая версия. Он говорит, что Джобар на тот момент не находился под контролем боевиков, и его защищали сами жители. А версию с террористами, по словам Рияда, армия Асада использовала как предлог, чтобы бомбить мятежный район по принципу коллективной вины.
У отца Рияда был бизнес, несколько фабрик по пошиву женских пижам и нижнего белья. Но вскоре брат Башара, Махер Асад, заставил переписать этот бизнес на своего человека. Как вы понимаете, причины не любить режим Асадов у семьи Рияда были. Поэтому после учебы Рияд уехал в Иорданию и жил там, пока в 2010-м ему не позвонил его родственник из Сирии. Мне позвонили и сообщили: они арестовали твоего двоюродного брата. Я спросил, что случилось? А брат был из оппозиции. Я сказал: давайте я заплачу за него, надеюсь, все будет хорошо. Я думал, что нормально вернусь в страну, как обычно. Но когда я приехал домой, спустя 2 дня мой родственник подходит ко мне и говорит: нас о тебе спрашивала разведка, они хотят задать тебе несколько вопросов. Я спросил, почему. Они говорят: из-за двоюродного брата. Я отрезал: ничего нет между мной и им. Он мне сказал: да, знаем, но нужно поехать ответить на вопросы. И этот человек был очень близок нам, моему отцу, мне, он очень близкий родственник. Я не мог подумать, что этот человек поспособствует моему аресту. Ситуация была примерно такой. Он привез меня в офис генерала Сухейля Хасана, в управление воздушной разведки в аэропорту. Кто с тобой говорил? Это был Сухейль Хасан или кто-то еще? Нет, сам Сухейль Хасан задавал вопрос. Мы сидели с ним, как с тобой сейчас, друг напротив друга. Я смотрел на своего отца, и цвет его лица изменился. Он понимал ситуацию. Но мы оказались в такой точке, которую уже нельзя было исправить, перемотать назад. После допроса Рияд отправился в путешествие по сирийским тюрьмам. Сперва это была тюрьма в управлении воздушной разведки. Он попал в политическое крыло, где держали оппозиционеров, политических и исламских деятелей, которые выступили против Асада. Рияду выдали порядковый номер и отвели в камеру. What was your number? Какой у тебя был номер? 856. Конечно, я его не забуду. Этот номер использовали вместо моего имени 8,5 месяцев. Когда я пошел на допрос, сотрудник спросил меня: «Как твое имя?» Я забыл о номере, назвал свое имя. И когда я назвал свое имя, о боже, я получил удар сзади, чем не знаю, меня отшвырнуло к стене. И начались пытки. Он сказал мне: «Твое имя с этой минуты — это вот этот номер. Если ты вновь назовешь свое имя...» Он притянул мою голову к полу, сверху начал давить своим ботинком на рот и приказал высунуть язык. И начал дотрагиваться до языка электрошокером. Прикасался и говорил: «Если ты еще раз скажешь свое имя, я вырву твой язык». Когда они привезли меня в военную тюрьму, пытали всеми возможными способами. Первые 3-4 дня из них я ничего не помню. Потом я спросил: «Почему вы привезли меня сюда?» «Я не знаю. Скажите, что нужно, и я подпишу вам это». Следователь сказал: «Нет, ты должен сам нам сказать». Можете представить себе: электричество, обливание холодной водой. Это было постоянно. Я был арестован 29 декабря 2010 года. Тогда у людей были вечеринки на улице, Новый год, фейерверки на площади, а у меня был фейерверк из пыток в нашем отделении. Мы слышали и звуки праздника, и звуки пыток. Рияд рассказал, что большинство заключенных были суннитами, курдами, туркменами и христианами. Религиозные меньшинства, друзы и алавиты, встречались реже – 3-4 человека на 1000 заключенных. Таких арестовывали в основном за оппозиционную деятельность против Асада. Суннитов, по словам Рияда, избивали жестче всех. Но и среди охранников, которые проводили пытки, было больше всего именно суннитов, примерно 50%. Следом шли друзы, порядка 35%, и 15% охраны были алавитами, вспоминает Рияд. Самое ужасное, когда они надевают кандалы на руки и подвешивают тебя к стене, и твои ноги не касаются пола. Ты так висишь, например, 2 часа. Они опускают тебя ненадолго, дают небольшой кусок хлеба и говорили: «Не думайте, что мы кормим вас, потому что заботимся о вас. Нам нужно, чтобы вы оставались в живых, чтобы выдерживали пытки». И так по кругу 24 часа. При каждом переводе или перемещении у заключенных брали отпечатки пальцев.
Сирии есть расхожее выражение «я распишусь на пустом листе всеми 10 пальцами», то есть возьму на себя все, чего не делал. Они же не дают читать то, где ты ставишь отпечатки. Они закрывают тебе глаза и говорят: ставь отпечатки здесь, теперь тут. В мае 2011-го дело Рияда дошло до военного суда. В Сирии только-только разгоралась гражданская война. Жители страны повсеместно требовали освобождения политзаключенных. Рияду повезло, его имя включили в списки на помилование. Судья освободил меня со словами, что хочет, чтобы я улетел из страны первым же рейсом. Я ответил ему: вы больше не увидите это лицо. Честно, когда я вышел, я даже не заезжал в Дамаск. Я реально сразу поехал в район Восточной Гуты, бороться с режимом. И после этого я делал все возможное. Рияд стал мозговым центром Восточной Гуты. Это был мятежный пригород Дамаска. К 2014 году там хозяйничала запрещенная в России террористическая группировка Джейш аль-Ислам. Она была подконтрольна Саудовской Аравии и создана в противовес Джибхат ан-Нусре, другой террористической группировке, которую на тот момент возглавлял нынешний президент Сирии. Рияд создал систему коммуникации среди местных жителей на основе приложения Zella. Он называет это русским приложением. Приложение Zella – подобие обычной рации, но через интернет. Каналы в Zella напоминают радиочастоты. Если вы подписаны на канал, вы можете слышать всех пользователей канала и отправлять туда свои звуковые сообщения. Рияд сначала подключил к чату всех жителей родного города Джобар. За это разведка Асада дала Рияду прозвище – «Осьминог». Единственное правило: перед добавлением в группу каждый желающий лично приходил к админу и говорил, что хочет вступить. Такие меры предосторожности были нужны, чтобы не пустить в чат возможных осведомителей сирийской разведки. Жители использовали чат как полицейскую рацию, мгновенно сообщая о появлении чужаков на улицах и о любом, даже самом мелком инциденте. Поэтому, как только асадовские войска пытались проникнуть в район, все улицы уже были осведомлены и готовы к бою. Рияд говорит, что первое время сопротивление Джобара состояло из нескольких десятков человек, но сирийская разведка считала, что ей противостоит большая группировка, потому что куда бы ни пытались зайти асадовские войска, быстро получали отпор. Вскоре Рияд получил ранение во время бомбежки российской авиации, а затем у него возник конфликт с одной из вооруженных антиасадовских групп. Рияд открыто заявил, что бойцы этой группировки под прикрытием борьбы с Асадом просто грабят жителей Восточной Гуты и сами совершают военные преступления. Я хочу вам сказать, в нашей революции нет ничего из того, что вы себе представляете. Это так не работает, что есть, например, центральное оппозиционное правительство и его последователи. Любой, у кого есть оружие, мог создавать группу и творить, что хотел. И такие группы действовали самостоятельно и часто создавали проблемы. Боевики группировки пришли домой к Рияду и приставили пистолеты к головам двух его дочерей. После этого он понял, что войну на два фронта ему точно не выиграть. Я поговорил с женой и сказал, что делал все, чтобы добиться свободы в стране для моих дочерей. Но я не хочу, чтобы они пережили боль. С этого момента я начал думать о том, чтобы выехать из Восточной Гуты, и мы переехали оттуда в Турцию в 2015 году. Мы проехали из Гуты под тоннелем, я, моя жена, дочки. Мы доехали до города Хомса. Я отправил жену с дочками первыми, а потом поехал сам, с человеком, которому заплатил $3500 за сопровождение. Человек, который за взятку помог Рияду и его семье переправиться в Турцию, был офицером армии Асада. Спустя 9 лет после отъезда из Сирии Рияд вернулся в Дамаск, чтобы помолиться в каждой из тюрем, где его держали. Последним местом для молитвы стала тюрьма Сейдная.
Последние десятилетия слово «Сейдная» стало символом жестокости по отношению к собственному народу. Хотя на деле до появления тюрьмы у Сейдная веками был другой бренд. Это древний христианский городок в горах. Находится он неподалеку от одноименной тюрьмы. Сейдная с арамейского языка, на котором говорил Иисус, переводится двояко. И как место охоты, и как наша госпожа. Сейчас здесь проживают почти 25 тысяч человек, большинство из них христиане. Сейдная – второе по значимости после Иерусалима место паломничества для христиан. Считается, что здесь было совершено первое ветхозаветное убийство в истории. Каин убил Авеля. 1500 лет назад римский император Юстиниан во время охоты увидел косулю. Она превратилась в образ Богородицы и велела построить на этом месте женский монастырь. С тех пор Сейднайский женский монастырь возвышается над городом, больше напоминая крепость, которая за всю свою историю ни разу не разрушалась. Сегодня 6 января, я нахожусь в древнейшей православной святыне. Это женский монастырь Сейдная, женский монастырь Богоматери. Сестры-монахини рассказали, что с момента начала гражданской войны в Сирии, то есть 2011 года, реальная опасность монастырю грозила только в 2012 и 2013 годах, когда вот на той высоте, на той высоте и, если не ошибаюсь, вот в той низине располагались боевики, но это были боевики не ИГИЛ на тот момент, это были, по-видимому, боевики Джабхат ан-Нусра, которые как раз хотели захватить Сейднаю, но жители города отстояли и Сейднаю, и монастыри, которые здесь есть, а здесь есть разные монастыри, и католические, и грузинская церковь, и православные святыни, соответственно, есть и мечеть, потому что жители Сейднаи это не только христиане, хотя преимущественно христиане, здесь проживают и мусульмане тоже. Так вот, с 2013 года монастырю больше опасность не грозила ни разу, и с приходом новых властей после бегства Башара Асада не было ни одной попытки остановить службы или, может быть, ни одной попытки даже провокации не было, но это опять-таки по словам сестер-монахинь. В Сейднайском монастыре много старинных, очень ценных икон – сирийских, ливанских, греческих мастеров. Часть из них считаются чудотворными, но самая древняя называется Шагура – икона Пресвятой Богородицы. По преданию, она одна из 4 написанных святым апостолом евангелистом Лукой. К сожалению, снимать святыню нельзя, поэтому здесь будет ее немногочисленные фото из интернета. Службы здесь ведут на арабском и арамейском языках, а во время обычного разговора монахини называют Бога Аллах, а еще произносят «Альхамдулилля», «Машалла», «Иншалла». Понятно, что это Сирия, и монахини говорят на арабском, однако ощущения испытываешь необычные. Православная христианка Татьяна рассказала нам историю монастыря в Сейднае. Сейчас на его территории проживают послушницы из Сирии, Ливана и упитанный рыжий кот. نحن الرهبات عندنا 32 راهبة بس نحن عايشين رهبات وبنات ميتة. Сейднайский монастырь веками был укрытием для всех желающих во время войн. Здесь часто прятались христиане, когда Ближний Восток снова и снова взрывался войнами. За все время существования монастыря эти стены не захватывал никто. Не удалось это и боевикам Джабхат ан-Нусры во время осады в 2012. Татьяна говорит об обстреле монастыря 29 января 2012. Вот фотография стены, пробитой снарядом. Послушницы называют это чудом. А вот соседнему Сейднае и другому древнейшему христианскому городку Маалюле не повезло. Его жители понадеялись на армию, но когда боевики Джабхат ан-Нусры окружили Маалюлю, войска Асада бежали, бросив людей на произвол судьбы.
Тогда террористы захватили там древнейший женский монастырь святой первомученицы Феклы и взяли в плен 13 монахинь и 3 послушниц. Спустя полгода городок отбили с помощью бойцов ЧВК «Вагнер», но в российских медиа, как это часто бывало, заявляли, что Маалюлю взяли асадовские войска. Однако город оказался сильно разрушен, большинство жителей бежали и погибло много людей. В Сейднае же войскам Асада не очень верили и заранее создали свое ополчение из жителей. Это помогло отстоять древнейший город. Кстати, таких примеров в истории сирийской гражданской войны сотни. Христиане, алавиты, друзы, сунниты, курды. В городках и поселках, где люди не надеялись на Асада, а надеялись только на себя, у них было гораздо больше шансов сохранить свои жизни во время нападений разного рода радикальных боевиков. Спустя 12 лет после осады Сейднайского монастыря те, кто его когда-то осаждал, вновь пришли сюда, но уже в качестве новой власти. Один из командиров группировки Хаят Тахрир аш-Шам, в прошлом Джабхат ан-Нусры, нанес визит в Сейднайский женский монастырь в январе 2025-го, за пару дней до нашего приезда. Он осмотрел дворики и спросил у монахинь, есть ли какие-то проблемы и жалобы. Монахини ответили «нет». Новая власть поставила на постах в городе своих вооруженных людей, заявив, что делает это для безопасности. После прихода к власти в Сирии Ахмад аш-Шара сказал, что страна должна быть единой, и он гарантирует безопасность сирийским религиозным меньшинствам в стране, то есть друзам, алавитам, курдам, христианам, шиитам. Однако так ли это? Поверили ли они новой власти в Сирии? Об этом я расскажу во второй серии. А вернувшись из Сейдная, мы с оператором на следующий день решили посетить основную жемчужину Дамаска – мечеть Амиядов. Однако наша съемочная группа еще не знала, чем для нас это закончится. Таким тихим Дамаск я не видел ни разу за 2 недели. Плитка, которая отражает тени зданий, ее только что щедро полили водой и еще не успели испачкать. Дамаск похож на неспешно открывающую глаза женщину, долго просыпающуюся, сонную, размеренную. Если вы можете пересечь в Дамаске, вот, например, площадь, одну из центральных площадей прогулочным шагом, а не короткими перебежками, лавируя между машин, если город не задыхается в пробках и в выхлопных газах, если с улицы исчезли даже попрошайки и нищие, это значит, что в Дамаске, ну как и в других городах Сирии, джума, пятница, выходной день. Мечеть Амиядов – визитная карточка Дамаска. Здесь верят, что пророк Иса, тот, кого христиане называют Иисусом Христом, в день своего воскресения спустится на юго-восточный минарет мечети, и произойдет это накануне страшного суда. Согласно поверью, руки пророка Исы, облаченного в белые одежды, будут лежать на крыльях 2 ангелов. Поэтому имам мечети Амиядов каждый день кладет новый ковер в минарете, ожидая сошествия Иисуса. Мусульмане верят, что из Шама, то есть из Сирии, пророк Иса отправится в путешествие с войском, чтобы в итоге встретиться с антихристом Даджалем и в сражении убить его. А еще считается, что в мечети Амиядов захоронена голова Иоанна Крестителя, который в исламе известен под именем пророка Яхьи. Посередине молельного зала в мечети стоит его гробница из белого мрамора. По соседству с мечетью Амиядов находится усыпальница величайшего завоевателя Салах ад-Дина. При Асадах входы в мечеть и в усыпальницу был платно. Новые власти сделали эти объекты свободными для посещения. Неудивительно, что мусульманская святыня в Дамаске стала инстамеккой.
Народ повалил сюда, чтобы фоткаться с новым символом Сирии – флагом с 3 звездочками. В пятницу 10 января в мечети Амиядов должна была состояться коллективная молитва, приуроченная к круглой дате. Вот уже месяц, как рухнул режим Башара Асада. Молитва начиналась около 14 часов, но уже в 10 утра народ стал подтягиваться в центр города. При Асаде молодежь призывного возраста сидела по домам, либо старалась не выезжать за пределы своего района. На постах проверяли документы, и если у юноши не было брони, то его могли бусифицировать, отправив на призывной пункт, а потом и на войну. Конечно, можно было откупиться, и те, у кого была такая возможность, так и поступали. Поэтому призывники времен Башара Асада – это, как правило, солдаты из самых бедных семей Сирии. Еще одна особенность Новой Сирии – в толпе очень много несирийцев. Уйгуры, узбеки, таджики, ливийцы, тунисцы, встречаются дагестанцы и чеченцы. У кого-то лица скрыты масками. В нынешней Сирии их называют мухаджиры, то есть те, кто переселился, мигрировал из других стран. По факту все они когда-то приехали сюда делать джихад в составе различных террористических группировок и в итоге составили костяк Хаят Тахрир аш-Шам. Иностранные бойцы воевали лучше и ожесточеннее сирийцев. Например, одно из наиболее обученных и эффективных подразделений мухаджиров из Северного Кавказа, Средней Азии и ряда исламских африканских стран возглавляет вот этот выходец из горного Дагестана – Заур Абдуль-Хамид. Он воюет в Сирии с 2013 года, и сейчас ему присвоено звание полковника сирийского Минобороны. А на этом архивном видео он в составе одной из групп террористической Хаят Тахрир аш-Шам слушает проповедь имама перед боем с военными Асада. Будьте достойны теми людьми, которые будут кафиров наказывать. Кафиров будут убивать, уничтожать, не оставлять их. Не бойтесь того, что прилетит что-то, какой-то снаряд, какая-то ракета. Но если что-то случится, разве мы не это хотели, братья? Разве не ради этого мы выходили? Разве мы не выходили, чтобы пасть шахидами на пути Аллаха? После прихода к власти в Сирии Ахмад аш-Шара распустил свое детище, Хаят Тахрир аш-Шам, и приказал всем группировкам влиться в официальные силовые ведомства, типа Минобороны и МВД. Часть командиров начали этому возмущаться, но были уничтожены. Есть лайфхак, как определить в Сирии, что перед тобой джихадист. Не только по разрезу глаза, акценту или типу лица. Свержение Асада для всего мира подавалось как революция. Именно это слово использовали в эфирах турецких, западных и арабских каналов. Расчет понятен. Революция для мировой аудитории звучит не так пугающе, как джихад, священная война. Так вот, джихадисты крайне этим недовольны. И в разговоре всегда дадут понять, что они никакие не революционеры, а муджахиды, и пришли в Сирию делать не революцию, а джихад. США, ряд европейских стран и Россия требуют от Ахмада аш-Шары избавиться от иностранных бойцов, понимая, что это за публика. Периодически в Сирии начинают ходить слухи, мол, самых радикальных джихадистов уничтожат или попросят на выход из страны. Однако аш-Шара уже не раз давал понять, что ценит иностранцев, и им ничто не угрожает. Возможно, это вынужденная мера, и глава Сирии понимает, что если развернет оружие против своего иностранного легиона, то повторит судьбу Асада, и поэтому будет избавляться от них постепенно. Но вероятнее всего, аш-Шара не хочет терять самых боеспособных бойцов, и реально делать ничего не будет. Я стою на треугольнике напротив входа в центральный рынок Дамаска, сук Аль-Хамидия, который как раз и ведет к мечети Амиядов. Этот базар, конечно, тоже очень древний, как и почти все в сирийской столице. Интересный факт. Центральный рынок Дамаска не закрывался ни на один день во время гражданской войны, и сюда не попал ни один снаряд. В
Вообще, сук Аль-Хамидия – это такой местный Алиэкспресс, тут можно найти все. Сирийцы, как и китайцы, умеют делать тренды из воздуха и мгновенно подхватили волну революционного хайпа. На рынках появились толстовки с надписью 8.12, символом новой Сирии. 8 декабря – день, когда пал режим Асада. Народное творчество после падения режима Асада. Вот носки с Хафизом и с Башаром Асадом. Вот это Хафиз, соответственно, а это Башар. Тут что-то написано. Нужно понимать, что все, что вы носите на обуви, для арабов, для сирийцев, это особое унижение, скажем так. Правильно? Здесь показывают башмаки там, и показывают на обувь, когда хотят очень сильно унизить человека. Готов, кстати, разыграть эти носки при случае среди подписчиков. Случай представился уже очень скоро. Выбирая подарки на Дамасском базаре, наша съемочная группа незаметно подошла к мечети Омейядов и встала в адскую пробку из людей. До мечети Омейядов оставалось чуть более 100 метров. Оператор Альберт шел впереди, снимал картинку, а я держал GoPro, пытаясь лавировать между потоками людей. Тогда мы думали, что это обычная история для пятницы, и сирийцы массово идут на молитву. Но потом оказалось, что мы попали в одну из самых жестких давок Дамаска за этот год. Вот как она выглядела с коптера. Муравейник из людей. В тот день погибли 6 человек, 16 получили ранения, травмы и ушибы. Наша команда отправилась на место и обнаружила тела 3 женщин и 3 детей, включая 7-летнюю девочку и 10-летнего мальчика, которые получили переломы из-за давки. Причиной этого ада стала публикация о том, что возле мечети Омейядов в пятницу будут раздавать бесплатную еду во время молитвы. Один из бизнесменов, ранее бежавший от режима Асада, пообещал зарезать 100 верблюдов и накормить всех желающих. Желающих оказалось слишком много. Меня буквально сносили с ног. Тогда вся эта толпа как будто играла в игру «Море волнуется раз». Шатало из стороны в сторону. В такие моменты ты понимаешь, что тело принадлежит не тебе, а толпе. Стало понятно, что нужно срочно выбираться, и мы с оператором еле вырвались, нырнув в ближайший проулок. После этого вернулись в отель, где я обнаружил, что нам снова нужно вернуться к мечети как можно быстрее. В толпе возле мечети Омейядов произошла очень нехорошая история. У меня увели паспорт. Впервые, наверное, за всю мою жизнь украли паспорт. Была сильная толкучка. Соответственно, я почувствовал, как мою сумку кто-то уводит назад. Тут же схватил ее, схватил чью-то руку. Там уже было непонятно, чья рука и так далее. Вот, увидел, что сумка приоткрыта. Быстро посмотрел, там сложно было это сделать. Быстро посмотрел, вроде все на месте, деньги нащупал там. Но оказалось уже позже, когда выбрались из давки, оказалось, что паспорта уже нет, паспорта и пресс-карты. Вообще, конечно, не очень приятная история. В Сирии потерять паспорт, в нынешней Сирии потерять паспорт. Я надеюсь, что мы найдем его. Вдруг воришка просто скинул его там на месте, в давке, или отдал кому-то из местных полицейских, типа нашел. Узнав о краже загранпаспорта, помочь в его поисках вызвались сотрудники сил безопасности. Взяв загранник Альберта для наглядности, полицейский по имени Мухаммад попытался найти зацепку среди местных. Однако Мухаммад поначалу почему-то решил, что мы приехали из Турции. Выяснилось, что загранник у меня увели прямо под развалинами арки римского храма Юпитера. Это еще одна древнейшая достопримечательность, которыми полон Дамаск. Но паспорт никто не видел, все оказалось серьезнее, чем я думал. Без документов, пресс-карты и даже без въездного штампа шансов выехать из страны легально нет. Работает ли российское посольство и смогут ли там помочь, было непонятно.
Но даже со справкой об утере паспорта покинуть Сирию можно было только на самолете. Однако гражданские авиарейсы в тот момент из страны еще не летали. А вот как нашей съемочной группе удалось выехать из страны, вы узнаете во второй серии. Что же касается подарков из Сирии, носки с Хафизом или Башаром Асадами вместе с 5000-ной купюрой сирийских фунтов отправлю тому, кто первый угадает в комментариях, как дальше развивались события с паспортом. Отвечу вам в комментах и вышлю подарки почтой по России. Спасибо, что досмотрели. Надеюсь, вам понравилось. Он действительно золотой.